Чиназис Саундтресс. Ну что, друзья, в начале новостного блока, но только у нас он сегодня не то что новостной, дискуссионный, хотя мы уже и так многое обсудили из этого интервью. Конечно, да. В начале нашего основного информационного блока, то я поясняю за название, которое я дал стриму, и с чем оно связано, понятно. Связано оно с интервью, которое вышло. Довольно быстро они все сделали в плане от анонса и от этого приглашения до выхода интервью прошло мало времени, хуйня времени, если говорить как президент. Ну да, вышло интервью Зеленского Лексу Фридману. Ну, вы знаете, нет смысла, наверное, как-то говорить, кто такой Лекс Фридман, потому что я не знаю реально. Но мне понравилось, что вот если послушать президента, то можно заметить, ну, в рамках этого интервью, то можно заметить, что он определенно воспринимает Лекса Фридмана, потому что он тоже не знает, кто это, как и я, определенно воспринимает его как просто один из каналов возможных связи с будущей республиканской администрацией, информационной такой связи, да. Ну, иными словами, как трамповскую сошку, да. Ну, я это так считал из его каких-то, ну, подколов, можно сказать. Ну, в общем, да, не приступая к теме, в общем и целом об интервью, эмоции у меня остались позитивные, довольно живой получился разговор. Довольно живой и острый на самом деле, да, потому что Лекс Фридман, как бы там, я не знаю, насколько это реально правда, что он там прослушал миллион часов подкастов, переслушал 1000 людей оппозиционно и провластно настроенных в Украине, ну, то есть критически и позитивно настроенных к президенту, я этого совершенно не почувствовал. Если ты все это знаешь, нахуя? Ну, может, я чего-то не понимаю, да, может, это какой-то тонкий вопрос, который должен нас направить на политику Украины в плане национальной памяти, а конкретно памяти о Второй мировой войне, да. Если ты все знаешь, нахуя спрашивать Зеленского о том, кто там у него ебал, воевал, прошли там кто войну, нет. Ну, не очень-то было интересно мне лично услышать, я-то знаю, что он обычный постсоветский манкурт, да. Хотя и очень искренний. Ну, в общем и целом. Даже не постсоветский, а такой советский продукт в этом смысле, классические для таких регионов Украины и для таких этнических групп Украины и так далее. Этим нас удивить сложно. Думаю, у каждого был такой там преподаватель или еще кто-то, ну, преподаватель, как правило. Да, но в целом эмоции у меня остались позитивные. Касательно мата, да, многие уцепились за это, потому что за что-то же нужно критиковать. Ну, может, где-то они были лишние, но все-таки и тон беседы был такой неформальный. Ну, и я всегда очень ценю живость, приближенность к земле, к народу президента нашего, да, его искренность. Но все же я не могу не сказать, что мы не можем залезть ему в голову. И он актер по профилю своему. Я не могу доверять его эмоциям, когда он, заикаясь, говорит о детях убитых, о таком всем. То есть, ну, любой нормальный человек за это переживает, да. Но политик это не нормальный человек, особенно такого эшелона. Согласитесь, да, я думаю, цинизм там беспредельный. И в этом смысле, то есть, ну, вот, когда ты смотришь, да, говорил бы мне это любой другой человек, там, мой сосед, да, я бы ему сразу поверил, конечно, что он реально искренне так переживает, а не переживает за свое политическое будущее или еще какой-то мотив, скрывающийся за вот такими театральными эмоциями. Но это просто я делюсь своими впечатлениями. Я не обвиняю президента, что он актер, и что он играет все эти эмоции, в том числе и вот этот переход на такую речь матерную, эмоциональную. Я за это не берусь говорить, я в этом его не обвиняю, просто эту версию нельзя отбрасывать, как минимум, да, потому что мы не можем быть в этом уверены, в его искренности никак. Безусловно, можно сказать, и, наверное, будет правдой, что, конечно, против такого взгляда, да, что это все наиграно, выступает то, что, ну, эти все маты, ну, вот конкретно маты, может, переиграл, да, может. Заикание это, конечно, позитивно, да, там и такая эмоциональная речь, но конкретно маты это скорее политтехнологический минус, как бы там политтехнологи какие-то, кто-то, да, я видел чей-то комментарий какого-то, ну, мне неизвестного человека, который говорил, что народ маты любит, это позитивно, типа наш мужик, я не знаю, то есть народ это тот, ну, безусловно, найдется группа, которая любит, которая и так любит Зеленского, что бы он там ни сказал, наш Саныч, да. Оппозиция, безусловно, поднимет эту информацию, да, и подаст в своем свете, что он необразованное схидняцкое быдло, что он два слова без мата связать не может, хотя он там, ну, не так много его упоминал, он, может, слова 3 таких сказал матерных, и, ну, может, пару таких завуалированных.
Ну, в общем, это я лишь делюсь своими эмоциями, да, и моим взглядом на этот вопрос, ни больше, ни меньше. То есть тут мало доказательной базы, это вопрос просто веры в эти эмоции, потому что, ну, во-первых, я не знаю, насколько такой человек, да, так эмоционально видящий мир, мог бы и достичь таких высот и в бизнесе, и в украинской политике, и вообще в политике. Мог бы все это выдержать. Ну, то есть нужен прагматичный и циничный там подход. Поэтому я из-за этого вот как-то не могу в это поверить. Ну, в любом случае, столько тяжелых решений было принято. Если бы он так к этому относился, мне кажется, это, ну, было бы невозможно, да. Это вот так я делюсь своими, в общем, эмоциями, какими-то мыслями, которые у меня возникали, пока я смотрел в общем и целом, да. Но если говорить более предметно, то как и само приглашение, да, и там какой-то последующий месседж в рамках этого приглашения на интервью был связан с языком общения, да, так и первый вопрос тоже был связан с языком. Ну почему? Лекс Фридман, он в конце, по-моему, да, он и в начале долгую какую-то телегу про язык продвигает, рекламируя каких-то польских работников, которые переводят весь этот текст, а потом выдают это за нейросети. Ну и в рамках этой рекламы, в общем, везде он говорил за язык, но он там это объясняет вполне логично, что русский язык это единственный язык, на котором, единственный из всей этой связки языков, где нам бы не понадобился переводчик, и мы могли в реальном времени, да, слышать эмоции друг друга и понимать друг друга. Вот. И это резонный аргумент. Тоже, да, я вот слышал мнение, ну, типа, это из адекватных мнений, а не конченых, естественно, не конченых, да, что, ну, может, это задает какой-то сразу высокий градус напряжения, да, в интервью, ну, если вы понимаете, что я имею в виду, да, то есть сразу немного напряженно получается, потому что ставят президента в неудобные условия с этим языком. Ну и здесь, во-первых, никто ему не виноват, что он такой конченый, да, и такую конченую занял позицию, это раз. А два, ну, наверное, действительно, западный человек не до конца может понять эту культурную тонкость, сколько бы он там тысяч подкастов не прослушал, да, не до конца может понять болезненность этого вопроса и, ну, неадекватность, что ли, уже наших людей и нашего керівництва в этом питании, да, насколько оно помешанное. То есть, что здесь язык далеко выходит за рамки просто инструмента коммуникации, очень далеко. Может, просто вот ценностно он этого не может понять, и поэтому так это выглядит, да, потому что, конечно, подрыв жоп, да, действительно был грандиозный в плане, там в конце он вспоминает Достоевского, много раз он обращается на русском к президенту, там, где можно было бы обратиться на английском, например, и так далее, и так далее. И это выглядит так, будто бы он пытается вынудить его говорить на русском. Но это касательно языка. Я вам не могу... Ну, то есть нет, давайте все-таки потом тот момент интерактивный добавим. Все-таки, да, первый вопрос он был за язык, ну и линия защиты, да, президент там оказался в такой позиции защищающейся. Его линия защиты выглядела поразительным образом, да. Ему говорят, что, ну, русский язык, это тоже, чтобы вы понимали, человек, типа, готовился. 100 часов прослушал подкастов, его спрашивают, русский язык в Украине запрещен? Он говорит, да нет, не запрещен. Ну, действительно, он не запрещен. Он говорит, что у нас неуважение к русскому языку. Ну и такая путаница просто в теориях получается. Потом он дальше упоминает, что Путин страшный сатрап, и войну он ведет под лозунгами защиты русского языка, но ведет ее на русскоязычном Востоке. То есть Путин истребляет русскоязычных. Но мы тоже против русского языка. Как-то нелогично это тоже получается. Говорит, что у нас нет запрета, это я пересказываю вам, что говорит президент, да, у нас нет запрета, у нас есть неуважение к русскому языку, потому что на русском языке отдаются команды по запуску ракет условно. Давайте вернемся во времени, да, это все он говорит, что Россия империя большая, которая занимается русификацией. Там он еще вспомнит дальше вопрос Северного Кавказа, да. Наверное, как политик, ну просто не понимая, да, что Чечня это условно как ДНР, да, страна, не участвовавшая в Беловежских соглашениях и так далее. Но это просто вопрос именно того, пытается или не пытается он вообще понять логику тех или иных политических процессов. Ну, там он просто говорит за язык и говорит о том, что Российская империя, вот эта современная, да, ну, там это квази называем, Российская Федерация, вот это глобально вот это государство занимается русификацией в школах. Ну, это действительно так, да, то есть преподает русский язык в школах, и действительно чеченцы говорят в том числе и на русском. Ну, в общем, я это все к чему веду, что
президент Зеленский как сам жертва такой русификации, человек, который поздно начал говорить на русском языке. Более того, если бы он просто начал о нем поздно говорить, он, безусловно, сильно повлияла на его успех на выборах, да, его языковая позиция, э, и которую он озвучивал и в интервью, и приходя на телевизор. Все помнят ярко, как он говорил о том, что какая разница, на каком языке люди говорят, когда это касалось его сраного, лишенного таланта брейн-рот сериала «Сваты», когда его хотели запретить с ватниками там в главных ролях. Вы знаете, я очень ценю последовательность вообще в людях, и вы поняли, я так вдохновился вот этим, блядь, просмотром интервью Лекса Фридмана, а теперь задвигаю, как вот такой, типа, еврейский философ. Вы знаете, я так ценю в людях, ценю реально в людях, в политиках, особенно последовательность. Для меня это очень важно, я вот все это пытаюсь нащупать и прийти к этому, да. Обстоятельства меняются, но если ценности твои, да, и какие-то убеждения не проходят испытания этим, они, значит, были плохие, значит, ты и сам кретин в целом, да, если ты мог раньше так думать, а теперь ты думаешь по-другому, значит, ты раньше думал неправильно. В общем, очень ценю последовательность в подходах и выполнение, ну, политических, в смысле, обещаний, конечно, да. Если обещал, надо жениться. В общем, да, ракеты запускаются на русском языке. Нельзя не сказать, что там, в рамках этого же интервью он упоминает, что, ну да, война, она действительно идет не с февраля. Война, она идет с 2014 года. И какие он там попытки предпринимал, чтобы ее остановить. Но очень интересно, что тогда, когда война уже шла, и приказы отдавались на русском языке, ему это не мешало защищать русский язык. Ну, то есть, видимо, это вопрос масштабов. Опять-таки, сложно понять логическую связь, да, доказывать Лексу Фридману, ты посмотри, Путин не защитник русского языка, он наоборот истребляет русскоязычных людей на востоке страны, но при этом самому иметь такой подход к языку тоже логически это слабо стыкуется. Ну, в общем, все это, на мой взгляд, выглядело, ну, кринжово, блядь, и народно. При этом прагматизм понятен мне как политологу, всегда их был, да, понятен прагматизм. И он его там тоже где-то озвучивает в рамках интервью, он говорит, что он там описывает видение, да, того, как он видит, чего Путин хочет, да, и там он говорит, что Путин хочет, и это, наверное, правильная мысль, да, ну, емко изложена, простая вещь, Путин хочет восстановить влияние на постсоветском пространстве. Безусловно, восстановление этого влияния в его... И да, ну, из этого вытекает, да, что, наверное, одна из причин войны — это невозможность это влияние проводить в Украине, да, по понятным, ну, то есть по вот таким вот причинам. И, в общем, да, он говорит о том, что восстановить влияние, безусловно, в этом влиянии они будут опираться на русскоязычных граждан, да, на вопрос вот этой культурной связи. И в этом, понятно, прагматизме, вот в этой простой формуле заключена весь их репрессивный взгляд на русский язык в Украине и так далее. Только вот в этом, что они не хотят здесь вот этого, не хотят здесь этого моста политического влияния, да, российского, перетекания его по этому мостику языковому в Украину, да, и они этого боятся, ну, и, как я понимаю, в первую очередь, конечно, и все предыдущие политические силы, не пророссийские, боялись, конечно, по причине того, что конкуренция политическая, вот по сугубо внутриполитическим причинам. Скажем так, вопрос целесообразности, да, в плане будущего Украины, ее культурного будущего, вопроса консолидации ресурсов, да, их ебет мало, да, интересует посредственно, опять-таки, ебет мало, выражаясь языком президента. И то, что это можно было бы скорее консолидировать, это мелочи, да. В общем, я к чему, что очень раздражает в этом интервью вот такой здесь понятный прагматичный подход, отбрасывая, конечно, общечеловеческие ценности, право разговаривать на своем языке, право учить детей на своем языке родном и так далее. Все понятные такие западные общепризнанные ценности. Отбрасывая это в угоду такого политического прагматизма, да, ну, то есть, понятно, лишиться российского влияния, сузить гораздо вопрос вот этого политической борьбы в Украине, исключая из него все, на что может повлиять Россия, да. Другой вопрос, в какой это контекст нас ставит внешнеполитический, да, но это уже, наверное, поздно об этом говорить. Ну, в общем, руководствуясь здесь таким прагматизмом, почему-то в других местах, например, в вопросах внешней политики и дипломатии, такой прагматизм ему недоступен. Там он не стесняется апеллировать каким-то общечеловеческим ценностям детей, дети самое святое, да, он его даже спрашивает, когда уже эти аргументы как-то не очень работают про детей, у тебя у самого есть дети, ну нет, ты понять не можешь тогда.
про детей, про убитых детей, вдов, ну и это все, конечно, очень важно. И кто скажет, ну то есть нужно ли измерять это горе там и доказывать его горестность. Спор же не в этом и не об этом, да, не о том, что это горе, это совсем не горе, да. Конечно, это абсолютное горе. Просто оно, ну, значительно снижает адекватность принятия решений, если руководствоваться вот такими эмоциями. Но самое здесь дикое и выбешивающее, да, что просто где-то, ну, понятно, где-то это просто против слабых, да, то прагматизм абсолютного уровня, отбрасывая все эти ценности, там, детей, какие-то такие мелочи, нет, здесь реальная политика, реально надо решать. Но где-то, где это связано с политическим будущим, потому что невыгодный мир, да, который явно назревает, уничтожит, конечно, политическое его будущее полностью. И, ну, подведет черту полностью под всей его каденцией. Серьезную такую черту, которая в историю Украины войдет надолго. Желая этого и избежать, то все, от прагматизма мы и холодного подхода отказываемся публично, мы начинаем использовать вот такого рода аргументы. Такая хуйня очень раздражает в любом случае, и тоже самые грустные выводы из нее вытекают. Ну, как-то я далеко, наверное, нужно по порядку. Да, интересно также, что когда Лекс Фридман рекомендовал книги, то он порекомендовал книгу историка, который был у него, кстати, на подкасте «Плохия», и порекомендовал книгу, ту самую легендарную, цитаты из которой мы с вами много раз читали, критичную, на мой взгляд, по отношению к президенту Зеленскому. Ну, просто к нему у всех такое почему-то отношение на Западе. Но я его отношу в блок к критичному, где признают какие-то, ну, может, это трезвый подход, я не знаю, где признают какие-то его личные качества, но все-таки вот какая-то доля гнильцы типа иронии присутствует. Да, он там также, Лекс Фридман, говорит о том, что знакомился, да, и рекомендует книгу Саймона Шустера, которая «Шоумен» вроде называется. Ну, она, ну, среди вот этих таких, не знаю, ну, вы поняли, да, среди лояльных сил в Украине президенту, то она критично довольно была встречена, потому что там много каких-то таких о нем описывают каких-то таких черт его характера, которые, ну, может, не самые крутые, да, не дополняют образ Черчилля. Не дополняют образ Черчилля. Да, ну вы знаете, я хочу сказать, что часть интервью я посмотрел вчера ночью, ну где-то в 2-3 ночи, не в 2-3, в 3 только начал, в 5 закончил, половину посмотрел и половину сегодня, да. И я ожидал большего, потому что, конечно, в той первой половине, которую я услышал, ну, не то что большего, я ожидал какой-то более взрывной, да, взрывной оргазм. Более взрывной ожидал реакции президента, потому что Лекс Фридман очень упрямо, и тоже это выглядело, ну, туповато. Ну, на мой взгляд, наверное, на ваш тоже, людей, погруженных в наш контекст, туповато немного выглядело постоянно вот это «у меня есть мечта», да, такая цитата известная для западного мира. У меня есть мечта, у меня есть желание, и вот это слово, президент же его, кто не знает, это слово очень триггерное, да, он иногда, общаясь на пресс-конференциях с западными журналистами, много времени посвящал этому слову ceasefire, прекращение огня, а там он очень много, да, очень много на этом настаивает, то есть это такое несовпадение с мейнстримной украинской повесткой публичной, да, дипломатической, абсолютная. Потому что президент именно все время выступал против вот такого ceasefire без гарантий, да, но все это упрощалось обычно до просто вот этот ceasefire плохо, а он там, Лекс Фридман, постоянно это довольно, ну это очень диссонансно выглядит, да, понимая, как наш президент обычно на это отвечает. Да, и первый такой раз был, когда президент, ну там был экскурс в историю какой-то, историю Минских соглашений. Как мы там прекращали огонь, а Путин не прекращал огонь, а мы прекращали. И ему Лекс Фридман говорит, ну нужно стараться, нужно прекращать огонь. В какой-то момент там дальше, да, все, ну это большая часть интервью, мне кажется, она была посвящена вопросу того, как Лекс Фридман хочет прекратить войну. Я вот даже задумался в какой-то момент, может он хочет, типа, ну чтобы у него в биографии была строчка, типа он будет еще потом, ну, своим людям, да, на подкастах рассказывать, что вы знаете, когда, блядь, полетел в одну, короче, эту страну и нахуй там войну закончил. Ну да, в общем, что, да, нужно договариваться, нужно не прекращать говорить и пытаться остановить войну. И я понимаю, что я всегда, ну, с одной стороны, ну, понимал, что да, война плохо сама из себя. Но просто говорить, что ее остановить, тоже плохо. Очень это сложный вопрос, я думаю, вы понимаете, да? Очень сложный вопрос, потому что если ты
одну из сторон уговариваешь на мир, да, то ты так получается, что ты, конечно, помогаешь другой стороне. В этом есть определенная, ну, неразрешаемая, наверное, уязвимость, да, если бегать по Украине и кричать «мир, мир, мир», то это, в принципе, в интересах российского государства. Без сложного анализа там ресурсов, кому сколько понедельников осталось, в смысле государств, да. Ну, просто это вот так. Да, интересно, что в один из моментов президент не выдержал и сказал еще, я думал, что он что-то совсем оскорбительное скажет, когда он заикнулся. Он сказал о том, что вот вы еще так говорите, будто бы вы знаете, что Путин хочет мира. И он там дальше начал расспрашивать его о том, что Лекса Фридмана, общается ли он с Путиным. А Лекс Фридман какую-то странную вещь про море, что его приглашали на море. Я вообще не знаю, может на чекистском сленге на море это что-то типа как вот там рыба у мафии итальянской, может типа это что-то имеется в виду, моменто море, ну, вы поняли, да, может это что-то такое, какой-то такой намек. Ну, в общем, да, и вот это очень важно, потому что я на этом всегда настаивал, потому что в моей картине видения мира, да, однозначно Путин не заинтересован в мире, еще и учитывая, что Украина с каждым днем хереет и хереет. Хереет и хереет, причем хереет из-за медлительности союзников по самому главному в вопросе живой силы. Она хереет, а это то, что ты за бабки не купишь в один момент, да, и так далее. Ну, то есть какой-то, если угодно, в наших рамках войны невосполнимый ресурс, да. Вот, и это сильный соблазн. Но там, да, вот он его спрашивает, президент Зеленский, да, задает, хоть это и не отвечает интервью, да, задает вопрос Лексу Фридману, на что Лекс Фридман отвечает, да, что, ну, я с Путиным не говорил, но если хочет Трамп, то значит и Путин, типа, тоже захочет. С чего это следует, типа, что Путин боится Трампа, да, я же всегда вам озвучивал, да, опять-таки, не берусь говорить, может там и будет мир, может не будет, но это просто я пытаюсь вам отразить свою логику человека, который не знает будущего, да, и мне ворожка не нагадала будущего. Что это как раз наоборот, да, то, что Трамп хочет мира и сделал это очень важной, наверное, важнейшим месседжем, да, предвыборным в плане внешней политики, что он положит конец этой войне, поставило его и нас вместе с ним, в смысле Украину, в охуенно невыгодное положение, потому что Путин хорошо понимает, что сейчас американская сторона глобально, да, из-за вот таких слов куда более стала заинтересована в мире, чем была. Это позволяет ему, ну, качать права серьезно, да, как минимум потому, как этот мир будет выглядеть. И в этом смысле, мне кажется, что логика, ну, подхромала у Фридмана. Если Фридман там чего-то не знает, да, но, на мой взгляд, это просто антилогично. Наоборот, да, вот в рамках буквально рыночных каких-то торговли, да, вот если это так выражать, то, конечно, они поставили себя, как люди, которые теперь более заинтересованы в товаре, в менее выгодное положение, если в этом выражать. Я всегда этот пример приводил с рынком, да, если ты прибегаешь на рынок и кричишь там, что вот мне нужен сом, на рыбный рынок рыбой торгуют, вонь стоит, ты прибегаешь, мне нужен сом, мне нужен сом, мне нужен сом, 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 ты бегаешь, кричишь сом, 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 у одного штемпа есть сом, ты подходишь к нему, а он тебе цену такую нахуй за этого сома накрутит, потому что он знает, что тебе нужен сом. Ну, надеюсь, понятная логика такая, да, базарная. Как вспомнил, да, вот Аристотель сегодня говорит, не базарная, а площадная ругань. Площадная ругань. Но это было, да, на прошлой итерации. Сейчас он, кстати, вроде еще никакого комментария не дал. Ну, наверное, он завидует, может, что раньше вышло интервью, а, возможно, с ним вообще никогда не выйдет. Возможно, с ним вообще никогда не выйдет. Ну, в общем, да. Ну да, про язык я сказал, что президенту это не мешало до 2014 года бороться с прошлым президентом Порошенко и его курсом «Армия Мова Вира». Да, интересно, что пока они обсуждали язык, но это то, из чего я делал ту картину, что все-таки, ну, глобально в офисе президента, президенту Зеленскому объяснили, что все-таки этот Лекс Фридман это такая сошка Трампа, это то, что он говорит. Трампу важно, на каком языке мы будем говорить, на русском или там на хуюском. Но это тоже странно выглядело, ну, наверное, довольно оскорбительно все-таки. Но мне показалось, что просто из-за эмоционирования, может, именно вот эмоционирования, может, не именно языкового какого-то давления, но просто из-за буйности президента, по-моему, Лекс Фридман под конец был довольно подавлен уже, именно уставший, потому что, ну, устаешь, когда так впритык тебя машут. Ну да, да, да.
Ну, про язык, да, у нас он там еще сказал, что у нас есть люди, которые разговаривают на русском. Интересно, это у кого они есть у нас? Если есть эти люди, то почему они ограничиваются в правах? Сложные вопросы, на них мало ответов. Вы знаете, вот я просто строчка, у нас есть люди, это как, знаете, часто у антисемитов, у меня есть друзья евреи там и так далее. Ну, это просто похожий вайб. Да, интересно тоже, что касательно, да, это спрашивали в чате про Одессу. Наверное, одесситам было приятно послушать в любом случае. Они обсуждали, как я понял, обсуждали, где же провести следующую встречу. Ну, у Лекса Фридмана вообще больная фантазия, он хочет, чтобы встретились Путин, Трамп и Зеленский, ну, где-то, да, и там как-то в рамках этого всего, где встретиться, Лекс Фридман сказал, что мне очень советовали Одессу, но я догадываюсь, по какой линии советовали Одессу, поехать в Одессу, и вот, типа, расскажите об Одессе. Охуенный вопрос, типа 100-500 часов подготовки, послушать об Одессу. Может, в этом тоже это должно было вывести нас на какой-то сложный вопрос, опять-таки, о наследии историческом, культурном, да. Ну и там президент, никакуя сложного не вышло. Там президент говорит, что ну да, у Одессы своя история, там все такое, ну понятно, это та своя история, которую его власть, да, президента Зеленского уничтожает. Уничтожает. Я думаю, каждый согласится с тем, что там Исаак Бабель это однозначно часть истории Одессы, без ног каких-то. Ну, в общем, вот так, есть у нее своя история, говорит, есть свой говор, свой диалект у них такой. Ну, что там в Одессе? Ну, в общем, да, это... Думаю, не так важно, это то, что вы должны посмотреть. Говорит, что Джо Роган умный человек. Не знаю, конечно, наверное, не совсем с этим согласен. Интересно, будет ли реально у президента Зеленского разговор с Джо Роганом. Я думаю, наверное, не будет. Я думаю, что, наверное, вот этого опыта достаточно. Да, вы знаете, я тоже еще обратил внимание, это все было в вопросе дискуссии следующей встречи. И вот там встречи всех со всеми. Интересно еще, что долго они решали, кто будет платить. Президент где-то там сказал, что когда все встретятся, то Путин должен будет платить за что-то, да. И вот в этот раз, когда они уже договорились о том, что, ну, в смысле, обсуждали встречу в Одессе там второй раз, да, то интересно, что что же как-то подколоть президента. Лекс Фридман сказал, что я за все заплачу, и когда он понял, что президент немного обиделся, ну, как-то эмоционально, да, показал какую-то реакцию, то он сказал, ну, так принято у президентов говорить, да, типа, ну, вы любите, в общем, счет. Счет они любят, я в этом не сомневаюсь. Да, ну и тот один из вопросов, о котором я говорил, довольно скучный, что президента Зеленского спросили за Вторую мировую войну, вот там, как она началась. Ну, в общем, провести, Лекс Фридман задал вопрос, да, который проводил аналогию между началом Второй мировой войны. Лекс Фридман напевал вот эту песню, да, там, Киев бомбили, тра-та-та-та поля. Деды воевали, Киев бомбили. И типа, как вам пережить это же вот было вот в феврале ранним утром. Дико интересно рассказывал. Вот это тоже, я не знаю, сказать, ожидал я такого комментария или не ожидал. Рассказывал о том, что он был на Бабьем Яру, да, Алекс Фридман, когда приезжал в Киев. Почему он не задал вопрос, что это, ну не знаю, ну похоже на какой-то такой глупый пустырь. Ну, как бы можно было что-то с этим и сделать. Но это тоже мелочи жизни. Да, ну, пан президент пытался, очевидно, да, исходя из того, как ему объяснили это в офисе президента, пытался скорее не то, что выражать какие-то сложные мысли, но типа продвигать топорно, охуенно свою, как меня научили в чате, адженду. Продвигать заключалась она, понятно, в вопросе Путин хуёвый. Ну, Путин действительно хуёвый, но, может, нужно было что-то другое сказать, но тем не менее, да. В этом блоке рассуждения о Второй мировой войне, то там он тоже довольно как-то прикольно пытался натянуть Путина на Гитлера. Правильно я это выражаю? Ну да, Путина на Гитлера. А как это он пытался это провести? Сказал, что, ну вот вы помните, у Путина был одно время тоже, скажем так, прозападный подход. Он хотел в НАТО, хотел там в Хуято, в Евросоюз, всего хотел, без виз, все такое. А вы знаете, и у Гитлера был такой период, короче. Ну, типа, как бы это забавно не выглядело, я понимаю, что какую цель пред собой президент ставил, да. Там он дальше тоже рассуждает о том, что вот Путин, он, ну, то, как писали, Волан-де-Морт, он питается
питается, как-то он сказал, субъективацией, объективацией. Ну, в общем, он питается рукопожатностью на Западе, да, что все заглядывают ему в рот, вместо изоляции, которой бы, конечно, Украине очень хотелось, ну, конкретно Зеленскому, конкретно изоляции Путина, да, от международного сообщества, потому что он понимает, что вот эта приемлемость Путина где-либо, это большой минус, да. Это большой минус. Ну и мне с ним здесь сложно спорить. Я не знаю, насколько эта цель уже достижима, да, потому что изначально был такой настрой, но сейчас он явно меняется. Но эта цель, конечно, хорошая, да, и от Украине, конечно, было бы позитивно от этого, если бы это было достижимо. И тут уже вы сами думаете, повод ли это менять как-то риторику, да, и отказываться от такого подхода, всем бегать и доказывать, что с Путиным не надо общаться. Или это, да, или нормально. Ну, в общем, это тоже повод подумать. Ну, то, что выглядит это забавно, это, конечно, правда. Но тут же вопрос целесообразности, правда? Ну да, это постоянно с этими перебоями по языкам, то слово на русском, то аканье. Так, все это выглядит, блядь, калечно. Важко. Да, ну, в общем, да, острая реакция Зеленского на интервью с Путиным. Ну да, одно из вот этих таких, это я просто видел, что это люди растащили на фрагменты, это где Путин рассказывает, сравнивая Илона Маска, не знаю почему, но, наверное, вспоминается быстро, да, таки сама багата людина из публичных, сравнивает его с Путиным и говорит о том, что Илон Маск это ракеты, Илон Маск это искусственный интеллект, ну, в общем, разный скам, а Путин, типа, с голой жопой стоит и рассказывает об истории. И он говорит о том, что подход на Западе такой вот у таких людей, как Лекс Фридман, да, что, ну и западных политиков, что просто нужно как-то нас подружить, да, мы их возьмем и подружим. Меня просто, почему я выделил этот фрагмент, потому что меня там заинтересовало, что он просто много раз говорил о том, что Путин глухий, но это неудивительно, да, то есть в вопросе политики, наверное, ну, с силой только они готовы считаться, но и тут все просто и понятно, да, то в этом смысле до Зеленского он действительно глухой, да, потому что силы какой-то нет, с которой нужно считаться в этом вопросе. Ну и да, он просто, президент-то говорил, и логически так получилось, что он почти сказал, что это будет как разговор глухого со слепым. Но он этого не сказал, он осекся и как-то там по-другому выразил, что имел в виду, что типа, ну, говорить смысла особого нет с ним, потому что он этим питается. В общем, вот так. Это вот вроде до этого момента я где-то вчера и досмотрел, и пошел спать с этими мыслями. Мысли были реально печальные, откровенные и тяжелые, потому что вот на этих фрагментах, опять-таки, сопоставляя тот прагматизм в плане там языка и другого давления, которое можно себе позволить против своего слабого народа, перекладывая здесь на другой подход, уже явно оправданный, вероятно, какими-то своими, скажем так, переживаниями за свое политическое будущее. Да я пошел, конечно, с грустными мыслями спать, с такими, что вот, ну, вы знаете, такой самый страшный, культивируемый где-то страх, да, который я вот читал в такой формулировке, что вот в какой-то момент есть вероятность, да, что политическая сила, представители ее элит, действующей, да, политической силы, они в какой-то момент могут сами уверовать просто в то, что они говорят как пропаганду, да. То есть, ну, без какого-то окраса пропаганда, типа, это плохо, это вранье, ну, а просто пропаганда, да, в рамках информационной борьбы. Типа ты включаешь единый марафон, да, и Бини Новини, ты включаешь их, а там вот, ну, я на Новый год включал, потому что я дурак, думал, что там квартал будут транслировать. Включаю марафон, а там, короче, коллапс российской экономики уже завтра там, ну и плюс-минус что такое. Это неплохо, не хорошо, это информационная борьба. Страшно просто, если ты сам в нее, там, будучи лидером страны, поверил. Я не знаю, насколько он в нее верит, я все-таки скорее верю в психологическое. То есть там есть, блядь, холодный такой расчет охуенно, мне кажется, да. Есть доля актерской игры, ну и есть, конечно, сложность психологическая переключиться из того образа, к которому ты привык, когда общаешься с западными журналистами, с нашими, да, я озвучивал, да, то есть ты сам часть транслирования, ну, не то что адженды, там, ну, вот такой пропаганды, да, которая заключается в демонизации, в обезличивании. Наверняка это оправдано и правильно, но здесь это, может, выглядело недоречно, но переключиться с этого уже довольно сложно, да. Я вот еще, да, забыл интерактив, который я про язык хотел прочесть вам. Это просто был комментарий. Скажу вам так, как это было. Я вчера
как начал смотреть интервью, вот это было еще до того, как я его начал смотреть, походу, или прям как начал смотреть. Еще не знал, что в нем, но прочел смешной пост и репостнул его из Кьют Монархизма. Ну, просто мне показалось смешно. Но я думал, что вот когда посмотрел, да, интервью, я хотел его удалить, потому что там плохие вещи написаны, ну, фейки российские, о том, что Зеленский отказался отвечать на вопросы на русском языке, Фридман знает русский, так как нанюхался паленого кокса и вообще в полном невминозе. Я когда досмотрел, то подумал, что это, ну, как-то, наверное, кощунский, да, все-таки, ну, и вообще там, он как будто душу изливает, не знаю, сколько этому можно верить. Но потом, когда я прочел комментарий, я решил оставить, потому что некий оператор, пользователь в Телеграме, видимо, оператор персонального компьютера, написал так, что, может, наоборот, тупорылый, ну, дальше я не могу слова, потому что Twitch запрещает. Тупорылый перепутал, ну, в смысле, Лекс Фридман, давайте так. Тупорылый Лекс Фридман перепутал божий дар с яичницей и отказался сделать скидку, что человека и его страну прямо сейчас реально бомбят. И началось это с нихуя, буквально на ровном месте, без какого-либо прецедента. Точка. Новый абзац. Представляю голову польского или австрийского сопротивления, которому бы западный журналист тупо потроллить предложил бы перейти на немецкий, потому что мы оба его знаем азаза. Австрийский, вот давайте мы тоже с вами представим голову австрийского сопротивления, которому бы западный журналист тупо потроллить предложил бы перейти на немецкий. Как вы думаете, на каком языке мог говорить австрийский глава австрийского сопротивления, если там такое было, в чем я сомневаюсь. Я, честно говоря, не знаю, было ли там какое-то... Ну, короче, блядь, вот это плюс-минус такие люди, такие поинты отстаивают. Ну, то есть, наверное, я не хочу обижать этого человека, спасибо, что хоть кто-то пишет комментарий, но этого человека можно было бы назначить президентом в целом, все, что вам могу сказать. Да, в общем, возвращаясь к тому, что я тут накалякал. Ну да, понятно, что каждое обсуждение, каждый блок Фридман заканчивал на том, что у него есть мечта, у него есть надежда на то, что будет ceasefire. Вот такой он любитель мира вообще, да. И, ну, я согласен, это выбешивает, конечно, в любом случае. Ну, то есть он должен, конечно, быть, да. И аргументы президента откровенно, ну, слабоваты на этот счет, опять-таки. Он выглядит, ставя себя в такую позицию, выглядит дурковато, безусловно. То есть дети важно, конечно, но это слабо имеет отношение к реальности. Нужно ли говорить, что пока идет война, я не знаю, как ее остановить, и уверен, безусловно, и в этом плане разделяю точку зрения президента, хотя у нас разные определенно, наверное, здесь интересы, потому что у меня нет вопроса политического моего будущего. Но, тем не менее, разделяю, да, его взгляд на то, что Путин не заинтересован в мире, но просто нужно ли говорить, что каждый день войны уносит больше жизней детей, чем там дети останутся в оккупации. Каждый день войны плодит гораздо больше вдов и сирот. Нужно ли об этом говорить? Нужно ли говорить о том, и это он же должен понимать как политик, что, я думаю, он прекрасно понимает, да, но все равно использует такие аргументы, что каждый день войны наносит непоправимый, не знаю, можно ли так выразить, цивилизационный вред, да, вред на будущее Украины в долгосрочной перспективе. Люди уезжают, и каждый такой день, не только люди уезжают, множество плохих вещей происходит каждый день войны, да, в пассивном или активном виде происходят, да, то есть никто не инвестирует в воюющую страну, никто в нее одни минусы. И это тоже выражается потом и в разных цифрах, и продолжительности жизни, и детской смертности, и во всем чем угодно. Это просто важно понимать. Я не знаю, чем я отвечаю на эти аргументы. Я понимаю, что это тот самый случай транслирования своей адженды, но не сказать этого я не могу, потому что это выглядит по-дурному. Да, выглядит наивно. Ну и там ему, я не знаю, это скажу, наверное, может, есть люди, которые не будут смотреть. Ему Лекс Фридман на это отвечает, что, конечно, с таким подходом договориться будет тяжело, если вы считаете Путина кретином, если вы считаете его идиотом и вообще считаете поехавшим, он вроде бы говорит, да, сдвинутым он говорит, то договориться будет сложно, да. Ну и там где-то дальше потом был очень острий момент, ну, опять-таки, ми, як люди в контексті України, які дивляться, ну, я, например, да, почти каждое, если не каждое общение президента с журналистами, то понимаю, типа, остроту этого, где очеловечивают Путина, да, говорят, что у него есть свои интересы, для нас это неприемлемо в принципе, да. Такая дискуссия. Ну, то есть понятно почему, но тут-то уже контекст немного другой.
Да, то там он говорит о том, что, ну, Путин, наверное, человек, который любит свой народ и свою страну. Ну, и там вот это было про голую жопу. И про то, что Путин не любит народ, это, кстати, довольно интересная вещь. Она мне почему-то по-доброму, хоть вещи грустные, да, но по-доброму напомнила «Квартал 95» и президента тех времен, когда он выходил и солировал, ну, что-то сольно рассказывал. Просто это не всегда было, ну, это же шоу было, это не всегда был юмор, не всегда была игра хуем на рояле. Иногда это были еще какие-то душевные такие разговоры о вечных ценностях, о семье и так далее. Ну, кто помнит, да, какие-то такие. А к чему это все? А, да, то мне это рассуждение и вот эта цитата напомнила те времена, где Зеленский говорит о том, что Путин любит не народ, Путин любит народец, который его окружает. Ну, то, что Путин гандон, я не сомневался. Конечно, как из этой ситуации выйти теперь, и то, что Путин пьет кровь со своего народа, я тоже не сомневался. Ни на секунду, да. Интересно также, что не ожидал такого от президента. И я вот даже начал читать его биографию, увидел, что он занимался какой-то там борьбой, но президент говорит о том, что ты же спортсмен, да, ты же спортсмен. Это он рассказывал свое видение минских переговоров, да. Ну, я это выражу так, вы можете, конечно, как-то по-другому, но я считаю так, да. Да, он рассказывал свое видение минских переговоров, транслировал его Лексу Фридману и говорит, что ты ж спортом увлекался тоже, я тоже увлекался тайским боксом. Тайским боксом. Я не знал, что президент увлекался тайским боксом. Ну, в общем, да, говорит, что увлекался тайским боксом. Говорит, что когда ты выходишь на ринг, ты уже все понимаешь. Ну, в общем, да. Может, ты понимаешь, я, блин, вот тайским боксом не увлекался, к сожалению. Увлекался танцами. Там ты тоже выходишь и тоже, в принципе, уже все понимаешь. Понимаешь, когда вынимаешь. Ну, в общем, такое дело. Интересно, кстати, тоже поинт, такой взгляд президента. Перешел я на вторую страницу, это то, что я точно сегодня уже смотрел перед стримом, вы знаете. Интересный также взгляд президента, мне это очень понравилось. Понятно, что это все интервью, оно довольно сильно отличается от всей прошлой риторики украинской дипломатии, офиса президента, когда они еще были при демократах. Тут теперь, ну, только не то, что хорошее, сверххорошее, самый любимый, самый лучший, самый мощный. Мне понравилось, как он похвалил Трампа, говорит, что он еще, там отдельный блог был, где Лекс Фридман спрашивает его, расскажите о Трампе. Что он еще молод, физически крепок, и это доказал, и ментально крепок, короче, еще совсем ого-го, еще старый конь борозды не портит. Ну, в общем, да. И мне очень понравился тезис, который он сказал о том, что я верю в Трампа, и вообще Трамп мощный. Почему, да? Типа он поймет мою картину. Почему? Потому что Трамп окажется с этой ситуацией, да, когда придет к власти и будет пытаться привести это все к миру, он окажется в ситуации, как я в 19-м, да. Мне это очень понравилось сравнение, и действительно, наверное, оно недалеко даже от реальности. Довольно интересная мысль. Ну, как президент Зеленский в 19 году и тогда с вопросом внешней политики Украины и все эти соглашения и остановки огня. Да, тоже, вы знаете, меня также, ну, улыбнуло по-своему. Это, опять-таки, когда он описывал, как я помню, Минские соглашения, то он говорил, или это он уже описывал гарантии, ну, мир без гарантий, с гарантиями, НАТО, не НАТО. Я не знаю, кому там эта пластинка интересна, вы обязательно послушайте это интервью. Поэтому я его, ну, как бы не пересказываю четко по пунктам, а только то, что меня заинтересовало. Ну, там добрая часть интервью, это типа НАТО, не НАТО, а Украину в НАТО, ну, типа, президент говорит, нам надо НАТО, и тогда мир, а ему говорят, а НАТО, может, и не будет, а потом вообще говорят, а может, Трамп из НАТО выйдет, я считаю, это норм идея, президент даже охуел, даже не сразу знал, что сказать. Потом он уже начал говорить, там много раз повторил, что без Трампа, без Америки, имеется в виду, конечно, НАТО пизда, конечно, пизда. Да, ну да, и я считаю, что, ну, я лично считаю, что плохо для Америки в первую очередь, да, лишиться НАТО, такой инструмент их влияния мощнейший. Как, как наркотическая игла только для Европы. Как от такого можно, как можно добровольно с этой иглы всех посбрасывать. Ну, в общем, это сейчас обсуждение не об этом, а о том, что типа НАТО, не НАТО, Украину в НАТО не возьмут, наверное, да, и они там рассуждают дальше. Хотелось бы, конечно, президенту Зеленскому, но если нет, то какие гарантии безопасности? А президент говорит, давайте я расскажу, вот был Будапештский меморандум, там было слово одно, надо всех там посадить в тюрьму, кто это слово не заметил, и нам теперь
хуй с маслом вместо гарантий. Короче, все плохо. А вот еще были такие гарантии, вот как э, нормандский формат. Вот в минус, говорит, его уязвимость не было Америки. И там он дальше рассуждает, говорит, тоже пытается попасть в аудиторию, говорит о том, что... Да, говорит о том, что тогда был Обама у власти. Ну, Обама, видимо, вообще даже не знал, где эта Украина находится, что она такое. Не знаю, зачем он так, блядь, про Обаму. Ну, все-таки не последний человек даже сейчас. Ну, в общем, да, Обама этот, он даже не знал, где эта Украина находится, наверное, на карте, и на все ему было безразлично, и на людей здесь безразлично, и мне понравилось, как он так уже, переходя на какую-то более обывательскую речь, говорит, что Обама говорит, люди, ну, люди, есть там где-то люди, хай бы с ними, он говорит. Понятно, что по контексту хуй бы с ними, но он говорит, хай бы с ними. Ну, меня это улыбнуло по-своему. Понятно, что хуй бы с ними. Мне просто интересно, о многом ли так президент рассуждает? То есть там в Украине кого-то пытают, сажают, там его церберы, вот этот, как Лекс Фридман в конце интервью хвалит президента Зеленского, говорит, классный он мужик, такой именно душевный, добродушный. Ну, наверное, он располагает вот этой, может, даже настоящей искренностью, я не знаю. Говорит, какая у него классная команда. Да, команда у него охуенная. Вот этот Цербер СБУшный, вы видели, да? Малюк. Ну и вот там рассказывают им о каких-то очередных пытках, да, там у них много они разных пыток практикуют, таких, которых вы не знаете. Конечно, против каких-то своих, в первую очередь, оппонентов по бизнесу, блядь, да, темному. Но в том числе и против каких-то, ну, сейчас уже и неугодных людей, каких-то неугодных голосов. Я просто, да, вот это хуй бы с ними. Интересно, как о многих людях президент Зеленский там в личном разговоре с Андреем Борисовичем Ермаком, как о многих он так сказал? Ну да, ну хуй бы с ними. Это, опять-таки, вопрос такой, что-то такое обычное, обывательское. Мне просто интересно, как вот у них выглядит разговор. Там говорят, президент Айкос курит, вот курит он Айкос, типа стоит и говорит, да хуй бы с ними. У каждого ж такое есть в жизни, а как президент говорит, я тоже человек. Интересно узнать. Просто интересно, ни больше, ни меньше. Интересно также вопрос языка, да, вопрос формулировок. Когда президент Зеленский описывает Минск, да, кто не помнит, то надо было просто перестать стрелять, и вообще войну надо было заканчивать, бо на войне зарабатывают, то он говорит, что общество было разделено тогда. Одни говорили верьте, другие не верьте, так он и говорит. Да, верьте, не верьте. Он говорит, что мне народ дал мандат 70%, чтобы я думаю, он, ну, логично скажет, заключил мир. Но он говорит, мне народ дал мандат 70%, чтобы я предпринимал соответствующие шаги. Ну, хорош. Это уже опыт. Да, ну, в общем, вот так. Да, интересно также, но это уже какие-то мои комментарии к логике Лекса Фридмана, типа того, что если Трамп хочет мира, значит мир будет теперь только с большей вероятностью. Также такая же речь, что когда он уже всеми возможными словами объясняет президенту, что нихуя никаких гарантий вообще не будет ниоткуда, ни НАТО, из НАТО вообще Трамп выйдет, будет классно. Ну, короче, ничего не будет, он говорит, что ну, а чё ты, смотри, какие гарантии есть классные безопасности. Краины глобального пивня. Нужно, и причем какие гарантии? Это не то, что эти страны с какого-то хера нам гарантировать будут безопасность. Нет, это, ну понятно, невозможно. Это нужно установить торговые отношения с Саудовской... Что-то ему Саудовская Аравия нравится, я не знаю почему. Может из-за казней, ну в общем. Установить торговые отношения с Саудовской Аравией, с Индией, с Китаем. Как это, блядь, должно помочь нам? Как это должно нас уберечь от войны, эти торговые отношения? Они у нас были, да? Дело в том, что краины глобального пивня это дыры, где куча народу живет друг на друге, и им нечего есть. А мы аграрная страна, у которой ничего нет, кроме агропродукции. Хлеба, там, кукурузы, что они могут есть. У нас в этом плане отличный коннект был. Всегда. Да и сейчас есть, да. Мы всегда занимали большую долю в их там вот этих картинах импорта вот еды буквально, да, зерна муки. Это нам никак нахуй не помогло. Ну да, грустно краинам глобального пивня, теперь чуть сложнее. Они просто понимают, что у них отличные отношения с Москвой, они будут и так в случае чего получать все это, в принципе. Более того, политические зачастую, да, если говорить за Китай какой-то или Индию, они еще и становятся выгодополучателями от роста напряженности между Россией и Западом, потому что тогда они начинают выступать каким-то
заочным мостиком. Ну, в общем, да, это просто на тему того, что это очень зыбкая гарантия, что от того, что она у нас была, эта торговля, она нас никак не защитила. Да, ну, в общем, вот так. Да, ну, там компромиссы, то, что Путин жив и безнаказан, это уже достаточный компромисс. Ну, это сильно сказано, но, опять-таки, вид, наверное, ему здесь это какой-то вдумчивого такого мыслителя не добавляло. Ну, не добавляло, что ж сделаешь. Ой, да, задали ему острейший вопрос свободы во время войны. Вопрос свобод во время войны. Ну, президент говорит, что война это всегда ограничение. Он говорит, что свобода это возможности. Это всегда ограничение возможностей, прав и свобод. Ну, с ним сложно спорить. Есть просто какие-то тонкости и уловки, которыми они пользуются, опять-таки, для того, чтобы обеспечить себе какое-то более легкое политическое будущее. И множество из этих вещей это ограничение свободы слова, носящие перманентный характер. Опять-таки, я уже об этом много говорил. Тут просто Лекс Фридман говорит, вот смотрите, он там просто начинает с того, что вы вынуждены были ввести в начале войны закон о военном положении. Дело в том, что закон о военном положении сам из себя никак не затронул вопрос свободы слова, да, и они этим активно пользуются. Нет ни понятия ни военной цензуры, ничего, есть другое. Есть законопроекты, которые направлены скорее на то, что можно с помощью них в будущем подавлять какую-то оппозиционную критику, можно исключить какие-то вещи под соусом войны, оправдывая это военной целесообразностью. Какие-то вещи можно просто исключить вообще из как точку критики, да, например, вопрос начала войны. Это то, что, конечно, обеспечивает им более уверенное политическое будущее, очевидно, да. Никто не может их в этом обвинять. И в отличие от закона о военном положении, эти законы, прикрываясь войной, носят перманентный характер. Это важно понимать. Очень дохуя готовившийся Лекс Фридман этого не понимает. Очевидно, он думает, что вот это все, что происходит, там оно вот связано только с этим законом о военном положении. Нихуя. С ним реально, что связано политически, это выборы. Интересно также, что, ну, это там дальше его спросили будущее Украины после войны. Понятно, что президент, он скажет, что там все будет охуенно, в потенции, надои, инвестиции, ну, золотые горы, естественно. Но из интересного и реально предметного, что он пообещал в будущем новую дерегуляцию. Будем, пацаны, ждать дерегуляции. Вот я в дерегуляцию не верю, я думаю, все они забудут. Конечно, доить будут теперь так всегда украинцы, мне кажется, потому что, ну, в будущем вряд ли в экономике что-то хорошее появится. Ну, в смысле, что-то позитивное, что позволило бы проводить всякие дерегуляции. Так что мое мнение, что не стоит надеяться на либерализацию какую-то, не стоит надеяться на снижение налогового бремени. Может, наоборот, скорее. Ну вот, это касательно того, но тем не менее, президент пообещал, мы же ему верим, да? Он же нас никогда не обманывает касательно обещаний предвыборных. Ну и последнее, что я выписал, это что сильный тейк был о коррупции, мы уже сегодня его немного в чате обсуждали, это то, что Зеленский, ну его спросили, коррупция, там, блядь, воруют, не воруют, ну это понятно, разговоры ни о чемные на самом деле, я всегда говорил, что все упирается в политическую волю, и все, да, касательно западных денег все еще сложнее, потому что это не всегда деньги, да, в случае Америки это буквально хаммеры там эти, ну вы поняли, да, это такое ты не продашь. То, в общем, да. Ну, нужно сказать, что они удачно картину вот эту изобразили, да. Я об этом уже тоже сегодня говорил. В смысле, что два бюджета, типа, есть каких-то два бюджета. Один бюджет только наш на наши налоги. Мы его можем воровать как захочем, не переживайте. И есть второй западный, мы его не трогаем. Понятно, что это такая иллюзия. Дефициты в этом бюджете заставят кого-то потом компенсировать эти потери, да, содержания этой сумасшедшей коррупции. Мало того, коррупция это не только воровство, это все рука об руку, это непотизм, какие-то неэффективные назначения, что как бы ухудшает эффективность менеджмента уже денег и ресурсов, средств для войны западных. Да, ну то есть хуевое Министерство обороны, хуевая армия, хаммеры сгорели. Ну это как понятная логика, да. Более того, понятно, что никто не заинтересован спонсировать то, что коррупционно, да, как там был тот Ирак, да, Ирак, как был Афганистан, да, потому что оно, ну, как бы, зачем спонсировать то, что само не очень заинтересовано в своем выживании. То есть я к чему, что при желании логику подобрать можно. Это никакая не защита, да,
утверждать, что мы воруем только из денег, которые мы отняли у собственного населения. Ну да, что имеется в виду налоги Украины. Это не защита на самом деле никакая от западной критики. Но президент в этот раз очень интересно, креативно подошел и сказал о том, что... Я, кстати, не знаю, какие там аргументы были. Опять-таки, мы здесь слушаем его, и я ему не очень верю. Но, тем не менее, наверное, так оно и было. Звучит реалистично, но ему не верю почему-то. Это он привел пример касательно того, что ну вот нам передали западную помощь, да, ну нам ее дали, выделили. Как ее транспортировать? Ее транспортируют на самолетах. Тоже не знаю почему. Вот я думал бы, если бы до войны, что, наверное, легче ее, не знаю, привезти, может, кораблями, потом поездами по Европе. Но тем не менее. Транспортируют самолетами, а у нас сильный каргофлит, у нас сильный флот грузового транспорта, да, там, ну, там, Руслан, самолеты. И президент говорит, давайте я дам в использование наш флот. Они говорят, не, дружок, мы будем использовать свой флот, потому что эти компании, там типа Калита Air, да, какая-то, они пролоббировали эти перевозки, потому что, понятно, возить не так много этих габаритных грузов, большие, сумасшедшие деньги, скажем так. Наверное, так оно и было. И он говорит, ну вот, видите, у вас коррупция. Хотя, конечно, я и в чате почему-то люди к этому мнению склоняются, но я бы коррупцию нашу с их лоббизмом не смешивал. И вот этот тезис изначально президента, он дурацкий, да, говорить о том, что, ну, везде есть коррупция, просто там где-то ее называют лоббизм или как-то так. Это, ну, от малой образованности, на мой взгляд. В общем, вот так, друзья, все, это конец. Сегодня, если что, наш стрим, я его даже не планировал запускать, но тем не менее. Сегодня он посвящен только был этому интервью и тому, что я его посмотрел. Вот, тем не менее, как бы то ни было, вот этот Лекс Фридман такой парень, что очень надыхая, не знаю, ну, мне как-то, когда смотрю, не знаю. Ну, как-то что-то надыхая, по-другому сказать, вдохновляет на какую-то деятельность. Ну, в общем, вот так, друзья. Да, я новости, я их выписываю там, но мы сегодня о них говорить не будем. Мы будем говорить о них послезавтра, после реакционного Рождества, которое я праздную, да, по старому стилю. Ну, вот так, в общем. Да, как вы заметили, я также перед тем, как читать чат, хочу сказать, что я поменял немного место, во-первых, где сижу. Теперь у меня стул не проваливается, в смысле кресла, да, потому что там был очень плохой пол, а пол я собираюсь менять. Так что, друзья, донатьте на смену пола. Немного поменяли камеру, свет, но мне не очень нравится, но интересно ваше мнение. Поменялся фон. Ушел, наконец-то, долгожданная реформа. Ушел журнал Vogue, первый украинский повоенный Vogue с Будановым. Уже скоро Будангу снимут, а он у меня все там есть, и интервью с ним обязательно выставлю ту статью покадрово в Телеграме, когда Буданова снимут. Теперь тут висит сборник статей Драгоманова, который называется «Украина либертарна». Ну, Иисус вернулся, да, и картина. Вот это довольно интересно, друзья. Я понимаю, что вы ее плохо видите. Но вот эта картина Архипа Куинджи, да, Куинджи наш художник, безусловно. Все, читаю ваш чат, короче. Гаспині на місці, Гаспині присутствують. І не розумію, а чого Фрідмана, бо він громадянин США, не затримали по виправданню агресії Російської Федерації. Ото ми потужно американцям показали, наскільки ми сильні, як нас слід підтримувати. Ти знаєш, цікаво, але потрібно сказати, що Алекс Фрідман не порушував цього законодавства в плані невиправдання збройної агресії. Он ні слова не сказав о вине, хто виноват. Точніше, он везде підтримував лінію мейнстрімну української держави, ни на шаг от этого не отступивши. Что интересно, да, то есть не вдавался он ни в экскурсы в историю, он давал просто высказаться президенту на этот счет. Так что он эту грань не перешел, хотя это интересно. Я тоже пока слушал, но надеялся, что, может, будут какие-то такого рода вопросы, ну, для того, чтобы вывести все это на то, что они пытались вывести, в смысле. На то, что Фридман пытался вывести Зеленского, что как бы, ну, нужно искать консенсус. Удобнее его было бы искать, если бы он попытался привнести свой взгляд на историю Украины последних лет и ее отношения с Россией. Но он этого не сделал, видимо, переживая за свои отношения с украинской Фемидой. Вот. Я другого ждал. Если помнишь, когда-то был такой эпизод в довоенной Украине, журналисты Бигуса, по-моему, пришли к главе Эксимбанка государственного.
И сняли, типа, интервью, а потом их запиздили и карточку отобрали и удалили с нее, ну, просто правым кликом информацию. А те ее восстановили, и получилось очень смешно, на камеру попало, как их там пиздят. Я думал, что-то такое будет, представьте, типа, вот Зеленский матерится, а потом такой, не, это хуйня, такое выйти не должно. Тух-тух, побили, типа, этого Фридмана, с карточки его стерли, значит, подкаст. Ну, вот такое, ну, что-то у меня в голове это жило, пока я смотрел. Зеля все інтерв'ю одну і ту саму мантру повторював про НАТО. І каже, нехай Путін буде вдячним, що ми йому дамо дихати вільно. Ну да, сомнительная поза, но может это искреннее его мнение. И опять-таки, тяжело отказаться от того образа, который ты транслируешь публично на страну. Ну и понятно, это правильная, оправданная, безусловно, такая обезличивание, дегуманизация врага, в случае президента, как бы лидера оппонента, да, с которым воюешь, то с этой риторики сложно тоже переключиться потом на такую взвешенную, прагматичную дипломатию, психологически чисто. Но в конце, как-то, мне кажется, они договорились уже до каких-то гарантий, но не НАТО. В Твіттері розумні опініамейкери сказали, що Фрідман це агент ФСБ, то чого його не затримали? Куди дивиться СБУ? От відчуваю зниження інтелектуальності світу по українському Сократу пану Подоляку. Ну, кстати, общего у президента Зеленского и пана Подоляка в плане их ценностной картины видения мира, ну, на первый взгляд, по вот этому интервью, ну, может, президент был как-то очень эмоционально настроен, но очень много общего реально. И у того, и у другого такой взгляд, блядь. Там, где не надо, наивный и романтичный, а там, где надо, блядь, очень прагматичный и жестокий. І що, хто краще виглядав у Лекса, Зеля чи Милей? Ну, как я и говорил, будет немного стыдно, да, но все-таки это очень разные фигуры. Посмотрели мы на Милей, если бы он оказался, возглавлял бы какой-то shithole country, который столкнулся в войне со второй армией мира, то, может, он бы тоже так выглядел, да, и было бы ему не до цитирований Лока и так далее, да. То, ну, без подарков. Я так и ожидал, что это будет выглядеть. Ну, то есть наш президент, он не то, что там прославился какой-то такой деятельностью, да, на там гуманитарном поприще всю жизнь. Не, он, блядь, совсем другой какой-то хуйней занимался. Неудивительно, что это и выглядело иначе. Ну, не тот там уровень какой-то. Ну, если это так можно выразить, обывательский какой-то интеллектуализма, да. Но зато была вот такая искренность и эмоции. И главное, опыт все-таки, да, серьезный. Вот, так что я, конечно, не берусь говорить, что лучше. Не берусь говорить, что лучше, но просто, да, я только оскорбить могу. Я думаю, президент матами показывает ту обиду внутри. На пыню, на запад. Да я думаю, он просто маты, ну, говорит, блядь. Ну, я не знаю. Мне не стоит вкладывать какой-то смысл. Там вот это, как Арестович сказал, площадная ругань. Ну, слушайте. Не, я все-таки за то, чтобы были ближе к народу. И такую живую речь с матами мне, конечно, слушать как-то, ну, ближе. Не знаю. Мне не лучше абсолютно, если бы это было там на бумажке трижды. Эмоциональный он человек, темпераментный. Нічого тут не дать, не взять. Ну, ми це знали о ньому і до этого. Використаю те, що я просто ще сообщенька в чаті, спрошу, а що погано в любові до Достоєвської розмови? Ну так, зараз воюємо, але це завершиться і все одно всі знову будуть в'юбувати цитатами, ми з німцями здружились. Там, кстати, интересно, что в рамках этого интервью президента Зеленского спрашивают, как вы думаете, через поколение, как там замирятся? Он говорит, что, ну, история дала на это ответ. И там, ну, в принципе, он прав, наверное. Правда, он там дальше развивает мысль, что надо, как немцы, да, там, после судилища вот этого, которое над ними учудили в Нюрнберге, нужно потом каяться, и все поколения должны потом просить прощения у всех евреев мира. Ну, на любителя в целом. Мы ничего еще не отрицаем и не заперечиваем ни в коем случае. И историю тоже не оспариваем. Надо, значит надо. Завозит иностранных специалистов и русифицирует, конечно. А ученцев вообще на экзаменах по 100 баллов из 100. Да, был бы ЕГЭ по русификации. Я уже хотел пойти жаловаться. В ТГ давно не было стримов, и жизнь потеряла белые краски без стримов. Да. Слушайте, какие у нас краски, только коричневые. Война идет с 1654 года. Ты не будешь на стриме смотреть интервью? Пацаны, оно растянется на 100 часов. Вчера предлагали, но я не вижу смысла. Это 100 часов сидим, мы вместе с вами смотрим. Я его посмотрел, если что, это я не придумал.
Не думаешь, что в вопросе русского языка они стали заложниками? Заложниками. Подыгрывание этому курсу, и теперь им нужно думать о том, как задобрить аудиторию армии Амова Вира, которая стала сильно больше, а не то, что лишнее. Ну, типа, а с какими целями они, скажем так, делали, не скажем так, с какими целями они привели все в ситуацию, где они стали заложниками подыгрывания? То есть, с какими целями они подыгрывали? Может, они сейчас и заложники, я не знаю, потому что у них полное очко. Но до этого они вполне себе, блядь, бодро себя чувствовали. Америка дает бабки, сейчас все будет, сейчас прямо всех выдрачем, российского влияния лишимся. Похуй на людей, вообще плювать. Ну, а что ты хочешь? Это ж политика, это не пук в стакане. Это серьезная вещь, тут прагматичный подход, циничный. Ну, короче. Вообще сложилось впечатление после интервью, что в 2025 году не будет даже каких-то серьезных попыток остановки войны и снова будет тяни толкай на фронте. Ну, я не знаю, я думаю, что президент, ну, конечно, вопрос политического будущего, да, но если война не в его пользу, то я думаю, он заинтересован, конечно, чтобы она стала как-то пораньше закончилась, а не попозже, да. Да там не скажешь, что Лех Фридман, ну да, как-то много это подчеркиваю, но просто там так получилось, что вот это интервью и, блядь, по 10 минут рассуждений, как он там охуенно лопатил 200 часов подкастов, но мне тоже сложно понять, мне казалось, что можно за 200 часов там подкастов разобраться, но мне сложно понять, потому что я тут всю жизнь живу, хоть и короткую. Да там не скажешь, что Лех Фридман какой-то сильно прошаренный, в принципе, с первых подкастов. Особенно, где он рассказывает, мол, может, Украина за эти 4 года Трампа создаст союзы с саудитами, Китаем, Индией, Югом. Да, но он там именно говорит, даже не союзы, а как бы торговые отношения какие-то, да. То есть это даже не выражается в форме, что эти страны дадут нам гарантию безопасности. Он говорит о том, что торговля с ними это уже гарантия, да, это уже сдержка. Хуйня это, а не сдержка, честно сказать. Как ты к русским относишься в целом? К целому народу. Очень вкусные. Я под конец интервью будто заметил стереотипную разницу менталитета между нашим и западным человеком, хотя и говорящим на русском языке, но это и разные люди с очень разным опытом. Показатель, хотя тоже вот ты говоришь, показательная наивность, ну этого всего, просто это все можно объяснить рационально, да, вот эту наивность показательную, да, у нее есть, скажем так, и причины, и цели. Но я их пытался как-то, не знаю, отразить, я надеюсь, вы поняли, да. И там сложно много разных вещей связано, и опять-таки желание, как бы хотелось, чтобы было, и невозможность переключиться с той пластинки, которую ты играл все время, и внутриполитический умысел. Но это лицемерно было, на мой взгляд. Доброжелательность против показательной агрессивности, грубости. Ну, я бы не сказал, что есть какая-то разница. Просто Лекс Фридман такой, и его ничего не сдерживает. Зеленский другой, и его много чего сдерживает. А сколько конченых разных, и, как ты говоришь, показательно наивных и всяких таких на Западе, то вообще охуеешь. Фридмана хороший был вопрос, что когда начнем... Ну да, ну я уже на это отвечал. Тут Quite Luxury пишет, что Фридмана, бля... Мне так всегда обидно, люди меня будто не слышат. У Фридмана хороший вопрос был. Может, у меня, блядь, микрофон выключен? У Фридмана хороший вопрос был, что когда начнутся переговоры, вы должны исходить из того, что Путин любит свою страну, люблю свою собаку. На что Зеленский развел демагогию. И площадную ругань. Люблю свою страну, люблю свою собаку. Да, оно понятно, но я, мне кажется, описал уже какие там тонкости есть, на мой взгляд. Кстати, интересно, что Лекс не спросил про ТЦК и бусификацию. Это он пообщался с сотней людей, которые были как и за, так и против Зеленского. Это был бы... Ну, может, те люди, да, с кем он общался, я, блядь, в душе не ебу. Ну, я не знаю, с кем мог Лекс Фридман общаться. Наверное, какие-то экспаты богатенькие. Ну, я просто пытаюсь предположить. Может, он не знает, и они тоже, что в Украине есть такая проблема так называемой бусификации. Ее ты знаешь, если ты чернь галимая, без брони, без нихуя, без кола, без двора. Да, то тогда для тебя это проблема. Как там хуёвый тротуар, да, вот ты каждый день пиздуешь на работу, в школу, на учебу, там грязь по колено. Это место типа стоит годами. Для тебя это проблема. Для людей, которые во власти там или с деньгами, да, которые имеют влияние, они с этим не пересекаются, им на это супер похуй. Даже если они знают, да, предположить люди там в местной власти твоего Мухасранска, ну да, знают, ну да, такая проблема, дуже багато вже років, много лет она там, да, это проблема. Но все-таки она не очень тебе мешает, бо она хуй знает где, а ты на машине ездишь, тебе похуй. Это я все к чему? Да, это про бусификацию. А да, острый вопрос только для тех обездоленных гоев, которые остались здесь, несчастных и бедных еще, и ко всему прочему, каких-то самых донных днищ. Вот для них, да, это проблема. А тем людям, я думаю, это не первостепенная проблема, да.
Ну и все-таки это нужно сказать, что такой формат интервью, но он выглядит как кал, да. Для нас, потому что мы хорошо знаем президента. Ну, насколько это возможно, да. Но все-таки Лекс Фридман не ставил же за цель загнать его в угол, как, да, Путин рассказывал, загнать крысу в угол. Не ставил за цель загнать его в угол или там задрочить его неудобными вопросами, а как вы объясните, что похитили блогера какого-то там, забыл какой-то там, Иванчик условно, да, там, что вы на это скажете? Не было же такой цели, цель была как-то раскрыть ценностную картину, да, как человек мыслить попытаться понять, как человек мыслит и так далее. То есть предметно он же ничего и не спрашивал конкретно ни про язык, ни про церковь. Ну, правда, про язык был один вопрос. Так что да, не спросил про ТЦК и бусификацию. Это был бы аргумент в теме о переговорах. Может, просто побоялся поднимать градус в разговоре. Я думаю, цель такая не стояла. Ну, косвенно можно сказать, что вопрос о правах и свободах был об этом. Ты без ИИ перевода смотрел? Не, я без ИИ перевода смотрел, потому что мне очень было интересно, как именно сам язык будет выглядеть. Так что я смотрел оригинальную звуковую дорожку с субтитрами. И ничего не потерял, всем советую такой формат просмотра. Звуковая дорожка English UK, а субтитры там русские или английские по желанию. У Фридмана вопросы кал какой-то. Да ну нормальный, а вы что хотели? Но опять-таки, я не знаю, какие кал вопросы, какие вы задали. Зеля, когда, блядь, вот недавно видел, что значит Полтавич, и здесь в какой-то, ну, таком типа месте, права человека были додержані, газом там в погребе людей. Что ты на это скажешь? Как ты это... Вы такие вопросы ожидали? Ты же спортсмен, давай 1 на 1 выйдем, да. Наверное, что Трамп не будет это смотреть, и за команда в курсе этого, поэтому и вышла тупо внутричок с запахом предвыборки. Да не, мне кажется, он везде пытался обратиться к Трампу. Ну и думаю, Трамп, конечно, все смотреть не будет, но какие-то фрагменты ему покажут. Но він правий, Трамп як молода рок-зірка кожен день в новому місті агітував. Ну що ти хочеш, стволовые клетки? Понятное дело. Я думаю, он реально каждый день новый. Похвалите еще Трампа. Ну как его похвалить? Ну заебись Трамп, пиздатый Трамп. А еще пара красивых слов. Невъебенный Трамп. Трамп охуенный пиздат, только трошки староват. Обама чмо. Похоже на чью-то риторику, обманули, надули. Ну да, ну она у нас похожа, потому что нас всех обманули и надули. Типа, вот. Ну, может, Путину не так круто жаловаться бы, у него страна мощная. Но, типа, это похоже, там обманули, надули. Но он, наверное, понимает, что личностные качества Трампа явно будут влиять на политику США, особенно если его будут хвалить. Да, я думаю, это не лишено смысла. Криворожська подворотня дает о себе знать. Та що там думати, високих рангів досягають тільки психопати? Ну, наверное, ты прав. Бля, это же тейки Арестовича про торговые отношения с глобальным югом. Возможно. Не, мне кажется, такое чувство, будто бы на... Вот он говорит, что он прослушал 200 тысяч подкастов, вот этот кадр, да? Лекс Фридман, в смысле. Ну, я уважаю его деятельность. Она надыхая, это самое главное. Ну и, ну, понятно, пытается он поддерживать такой... Поддерживать и транслировать какие-то такие ценности. Меня нельзя купить, меня нельзя продать. Все продается, но не все продают. Ну, короче, это круто. Но кроме этого, такое чувство, что вот из того, что он реально посмотрел, это последний подкаст Арестовича, у кого-то другого тоже еврея, из вот такой подкаст среды американской. Потому что там много было вещей, которые, на мой взгляд, были вопросы построены на мыслях из того интервью. Страны с Макдональдсами друг с другом не воюют. Здесь, мне кажется, или эти высказывания подвержены эмоциональному влиянию, или все же объективны, мои или его. Да все подвержено, наверное, но что-то менее, что-то более. Более того, кто-то может себе это позволить, а кто-то нет. Одесский военком будет в Испании на Хаммере ездить. Да, Хаммер, как известно, это тачка с бабьим магнитом. Вот в контексте прав и свобод вчера вспоминал, что Зеленский в ходе предвыборной кампании заявлял, что либертарианец. Да, блядь, он этого не говорил, это говорил, по-моему, глава его фракции сейчас, да, Давид Арахамия, по-моему, это говорил. Они еще и говорили, что они социалисты. Это такие мелочи, поверьте. На нашу политику это примерять бессмысленно недоразвитую. Когда у нас это начнет что-то значить, это нужно, чтобы у нас политика развивалась. В смысле развивалась, мы возраст ее меряем в удачных электоральных циклах, да, чтобы вот так удачные электоральные циклы проходили на протяжении, ну не знаю, лет 50, может тогда, типа, такие заявы будут что-то значить. Ты как-то жестко реагируешь на того Фридмана, ну, простите, друзья, у нас такой жанр, типа,
галимый и обиженный. Э, Депрессивный психоз, я бы его охарактеризовал. Мы переросли из подъезда, где школьники курят и матерятся, до депрессивного психоза. Вы простите, я очень люблю Фридмана. Я, правда, не то чтобы большой фанат, немного смотрю, да, я вообще немного смотрю. Но то, что я смотрю, и вот этот, опять-таки, образ и ценности мне очень близки и очень нравятся. Вот, очень классно. А еще как от него подрывает всякое говно в интернете, как оно от него взрывается, это вообще класс. Так что вы не подумайте. Ну тогда, он просто тип с подкастом, он никогда не проявлял какую-то глубину в своих политических познаниях. Я, честно говоря, ждал, что Зеленский, президент, в какой-то момент скажет ему, что ты, сука, просто подкастер, что ты пиздишь, ты не знаешь, блядь, как там ворочают. Я там одним росчерком пера, блядь, сотню могу умертвить. Ну, как-то так, ожидал какого-то такого разговора в конце, где-то там, ну, не в конце, в середине. Обычный тип, рассматривающий политику через твой простецкий фильтр, но я не знаю, честно говоря. Может, он, ну, наверное, он производит впечатление очень начитанного человека и так далее. Фильтр намешанный из пропаганды, эмоций, громких лозунгов и т.д. Ну, ты вот описал, я менее критичен, чем ты описал. Гораздо менее. Простите, если ложно случился у вас такой вывод обо мне, да, что я как-то более критично настроен. Это не так просто, друзья, это, ну, такой жанр, да, или, может, я такой человек, не знаю, ну, что-то у меня в мозгу, да, какая-то, ну, что-то, да, гипофиз. Гипофиз. Что там в мозгу, що делает так, що когда я что-то вот такое рассказываю, то, ну, как якесь таке забарвлення оно приобретает, какой-то такой окрас. Був тезіс про те, як він впевнено заявляв про 100% повернення українців в Україну. Я не знаю, бо я ту хуйню уже не слушал. Последний вопрос был про вот это, типа, будущее Украины. Ну, наверняка он сказал, что украинцы вернутся. Но тут вопрос, опять-таки, у него есть ограничения, как у президента. Что бы это было, если бы он, как там честный мыслитель, аналитик, итик, или как ты, или я сказал бы, что никто никогда нахуй не вернется, такого сценария в принципе нет. При текущем положении вещей и тому, как все движется, даже если, предположим, завтра война закончилась, все равно никто не вернется. Какой бы это эффект произвело, если бы он это сказал? Очевидно, он сказал, что там все будет, все вернутся, но только с таким подходом можно. Очень живо охарактеризовал интервью. Я так и представляю себе это сиплое делулу мурлыканье. Ну, блин, неправда. Было довольно, ну, остро. Президент во всю сторону кидал глазами вот так, блядь, везде и, ну, прям сильно-сильно выходил из себя, ну не в смысле вышел из себя, а как-то, ну типа, вышел из себя, но не разошелся, а именно как-то, ну вы поняли. Посмотрите, стоит того, не везде такого президента увидишь. Я, честно говоря, уже и не помню, где его таким видел. То есть мы видели много его, ну тот, кто давно смотрит, видели много его там грубым и где-то, где его заносило. Ну, типа, таким не видели никогда, потому что его аж трясло, в том смысле, ну, я не знаю, я не верю, честно говоря, нихуя, потому что где-то они прагматики, а где-то они такую поебучку несут там. У него аж голос дрожит, срывается, когда он говорит дети, типа, там, убитые, да, и так далее, я не знаю, я не верю, в общем. Тейк про встановлення торгових відносин як засіб гарантії – це дефолтний тейк. Ваші торгові партнери будуть зацікавлені у вашій безпеці, бо споживають ваш товар. І приводять приклад Тайвань, Південний Корея т.д. На мою думку, це лише може працювати, якщо де там все, ні, я не согласен з тобою, все сдерживается на политических интересах, внешнеполитических интересах стран касательно там Тайваня и так далее. Там, не знаю, а вот пример Гонконга, да, более, наверное, подходящий в плане незначимости таких вещей. Мне кажется, минус торговли в том, что это не внешняя политика. Торговлю ты сможешь наладить, если захочешь, да, с чем-то другим. По-моему, очень, особенно в нашем контексте, да, в смысле Россия-Украина, особенно глупый расчет по озвученным уже причинам. И просто, мне кажется, вот это нереально. В смысле, что партнеры зацікавлені вашей, ну, наверное, зацікавлені в безопасности в регионе, да. Но тут вопрос взвешивать, чья зацікавленность более будет, да, и кто дальше готов зайти в ее защите. Тот, кто Путин, да, агрессор, который будет объявлять войну, или эти люди и эти партнеры, да, торговые. Опять-таки, мы и до этого там и торговали, и все было у нас. Да, кто дальше готов зайти и взвесить все за и против политические, опять-таки, потому что у них есть какая-то политическая выгода, и они заинтересованы в каких-то новых точках напряжения для США, желательно вообще было бы круто. Президент косит Патриднека.
Но это кринжово, я не согласен. Ты обсудил насчет Лукашенко про то, что он извинялся? Не, я верю, но это где-то не первый раз просто всплывает такая информация, да. Но я верю, что так оно и было, и звонил, и предлагал ударить по Мозырскому НПЗ. Но я думаю, что вот по Мозырскому НПЗ это, наверное, был прикол начала войны, потому что думали, что, ну, Зеленский сейчас вообще, типа, там, блядь, пизда ему будет полная, скажем так, они думали, да, выражаясь, ну, вот таким президентским языком, думали, что ему полная пизда, что или сейчас он в изгнание поедет, или его убьют, и поэтому такой прикол с него тянули, типа, а ты что, ну, ударь мне по заводу, чем он ударит? Такое впечатление, что у него в ухе сидит Азазин Крид, ржет и шепчет: «Пошли его нахуй». 3 выглядит примерно как средний выпуск пранков на собеседовании. Да, бля, я вот что хотел сказать, что в какой-то момент четко вайп почувствовал, вот я это где-то хотел выписать, но не выписал, просто чтобы сам, что это был за момент. Четко момент чат-рулеток вот этих ебучих бесконечно, типа там, а ты, алло, а ты. Ну, короче, такое, ну, блядь, вы поняли. Такое впечатление. Ну, короче, чат где-то был иногда вайп чат-рулеток вот этих, типа там, как там вот тот Валер Маргулис или как там, Сиви Спаса Парабеллум. Ну, ви поняли, короче. Да. Ну, поки Мілей показує себе як Гулівер у зрівнянні з нашим низького роста, коли він правив у мирний час, то і війну, то думаю, війну би він краще вів. Не знаю, ну, нічого не можу говорити. Опять-таки, у нас особенно тяжелые обстоятельства этой войны. Но я сказал, вот часто думаю над вот этим, да, люди передумали. Раньше он был таким, работал на Януковича, а сейчас он сосет члены за бабки из офиса президента. Он передумал, и у него изменились, он как началась война, он передумал, стал совсем по-другому к этому относиться. Помимо того, что я, конечно, привел сейчас пример самый хуёвый, тут пробы негде ставить, да, понятно, Петров, вот, та компания, да, политтехнологична. Но если говорить о других примерах, очень-очень задумался над именно ценностью последовательности, да, насколько таким людям можно доверять и в плане, насколько они способны трезво выстраивать то, что потом не приходится менять. «Гадюшники Киева» еще не смотрели, бля, я, наверное, сегодня их не вывезу смотреть. Ну, значит, посмотрим послезавтра, послезавтра у нас новины. Денис зачитал видержку от чата НПТ, от чата Грок, или это не чат, ну, вы поняли. Интересно, когда... Ну, я знаю, что у них есть уже этот... Забыл, блядь, нейросеть, которая фильтровала Путину обращение. Ну, ну да, это, наверное, обращение, но вы поняли, на прямой линии, да? Людские сообщения фильтровала ему. Ну, типа, нейросеть от Сбербанка, суперчет. Ну, короче, гигачет, вот гигачет. Интересно, когда в России займутся уже, наконец-то, производством суррогата своей нейросети. Типа, знаете, как вот тот робот у них был, который на квадроцикле ездил, дебильный, откровенно. Ну, чисто из юморных целей я, конечно, интересуюсь. Да пошли они нахуй. Я из Украины хочу уехать только потому, что за русский язык еще больше хуесосят. Хаты нет, нихуя нет. Терпи, что ты не украинец из-за русского языка. Ну, видишь, терпи. Терпец линкор. Вот такая Украина Зеленского, да. Вот такая она. А что обещали, да, нам? Отвечали на импульсы общества с целью большей поддержки и мобилизации общества. Ну, понятно же было сразу, чем это закончится. Ну, не знаю, какие там у них мысли, но то, что все мы теперь стали заложником этой хуйни неразрешаемой, это факт. Это было очень туповато, чего они подумали, что они бога за бороду ухватили, я не знаю, совершенно дебилизм. Ну, криворожская школа политики, нехуй взять, теперь пусть там это сидит, плачет. Да жалко выглядит все, в общем. Дениса, почему у тебя нету пса? Нахуй мне PES. Кстати, серіал був PES, ви пам'ятаєте, но я його ніколи ні одної серії не видел, тільки рекламу в метро видел. Так вони просто зробили найпростіший варіант. Висрали нову ідентифікацію свій чужий. Добро-зло покресленням Троцького умовного. Тільки книжок вони явно менше нього прочитали. Тому і вийшли нові комсомольці у вишиванках, з якими тепер доводиться рахуватись. Ну так це ж понятно было, мне кажется, изначально, да? То есть одна из проблем... Да, много описано в разных работах, там по социологии, почему угодно, раннего Советского Союза. Это то, ты когда это читаешь, ты понимаешь, что советская идея изначально просто в корне своем была деструктивна, в ней была заложена деструктивная плоскость, вот этой деструктивное свойство классовой борьбы, противостояния. Так и здесь, да, из этого, из противостояния построить чего-то хорошего не выйдет. Особенно в таких тяжелых условиях. Ладно бы это был остров сраный, да, там, которому ничего не угрожает, растут бананы, нихуя не происходит.
то ты там можешь, как эти в Африке кровопийцы делают, да, делать, что хочешь. И есть людей, и истреблять целые племена, да, радио 1000 X-менов. Ты можешь делать, что захочешь, никаких вызовов не стоит пред тобой, никто никуда не уедет, читать, писать никто не умеет, как полная жопа. Да, можно этим спокойно управлять и делать, что захочешь. А деньги все свозить в Париж. Но тут немного другие условия, поэтому жалко, что так получилось. Помню предвыборную рекламу Порошенко, типа Зеленский наркоман, у кожного своя дорога. Но я не знаю, то реальная реклама или не фейковая, бо есть такой, скажем так, инструмент политтехнологической борьбы, когда заказывают, ну, в похожем дизайне какой-то дикий, какую-то дикую рекламу политическую, да. В итоге она дискредитирует того, кто якобы ее предоставил, да. Кто якобы ее заказал. Может, это был тот случай. Я помню, они же там тесты проходили на наркотики. Ну, дикуха та еще. Ну, для политическої боротьби нормально. Крінж, ну, а как? Фрідман питав, що цікавить американців і т.д. Що там в Зелі питають українці, його взагалі не їбе, як і Зелю. Ну, тогда. Шо, что у Путина, что у Зеленского одно любимое грузинское блюдо на двоих. Обманули. Украину-то реально наебали. Договора ведь реальные, а Путину только на словах. Ну да, нас даже больше обманули. Давид Арахамия до сих пор либертарианец, не сомневаюсь. Да, конечно, Простецкий, он же подкастер. Он экстраполирует мнение людей. Люди в США, да и везде смотрят просто на мир и политику. Да нет, я думаю, ну... Понятно, что на Западе что-то свое их интересует, но я не знаю, я, мне кажется, описал вот этот момент, что, наверное, стояла задача, ну, просто познакомить, если угодно, людей, да, с Зеленским вот таким, в смысле, опять-таки, ценностей и как он мыслит, а не то, что там, блядь, бусификация в каком-то Зажопинске. Реально американцам, думаю, похуй, что там кого мы бусификовали, или какие там у вас больные вопросы, да. Но все-таки экономическая значимость имеет значение. Значимость имеет значение, тут не поспоришь. В плане безопасности, если в стране есть хоть сколько значимая для мира отрасль, дает, конечно. Конечно. Но все-таки, да, это не что-то высокотехнологичное, зерно и поля. Их может спокойно кто угодно обрабатывать. Не, ну сама война, понятно, наносит этому урон. Но тут уже вопрос взвешивания, да, что они готовы сделать для того, чтобы этот недорогой ресурс защитить, на что они готовы пойти, чтобы это как-то это остановить. Ну, не знаю, как это им в этом случае помогло бы и нам. Им непонятно было, они увидели, как поддержка лежит на дороге и ухватились за нее. Ну, не знаю, что-то они в другом поддержку такую не ищут, там куча других есть вещей, которым можно было бы потакать. Особенно на фоне того, что до войны рейтинги стремительно падали. Да, рейтинги падали, но они сами собой просто из-за вот явления войны поднялись. Там абсолютно не обязательно было такой хуйней заниматься и подыгрывать. Да не, я с той Комдор в корне не согласен. То есть, мне кажется, у них расчет четкий есть, да. Во-первых, они от того курса не отказывались. Потому что когда они пришли к власти после лозунгов, они осознали, что то, с чем боролась армия Мова Вира и другие помои, да, вот эти шовинистичные, оно имело смысл внутриполитический реальный. Лишить, исключить, да, не допустить и исключить окончательно лишнего актора в украинской политике, лишний центр тяжести Россию и ее деньги и пророссийские силы. Самый эффективный способ этого добиться это вот такой. Я к чему, что с началом президентства они сразу от этого курса не отступили, они его придерживались. То есть языковой закон ратификовали, они его не отменяли. И война просто подбросила им возможность, да, которую они увидели, потому что они, ну, видимо, рассчитывали немного на другое будущее, на какие-то, может, им что-то пообещали неформально, в смысле поддержки западной. Они рассчитывали на то, что более бодро, ну, может, не война, но в целом все дела более бодро пойдут, более устойчивое будет будущее. И тогда, ну, был бы решен вот один вопрос, да, они воспользовались этим обстоятельством. А все оказалось не так. Оказывается, что если тебе кто-то что-то там обещает, и вообще твое будущее зависит от кого-то другого, то может все выйти сталося не так, як гадалося. И, наверное, так и получилось. И сейчас, ну, затруднительная обстановка, ну, и оно, наверное, предсказуемо, да, исходя из реалий Украины. Все не так хорошо, как хотелось бы, а эта проблема, она вот так застынет нерешаемой надолго. И сложно ее будет разрешить уже даже там последующим политическим силам, созданная из ничего, да, из их глупости. Хотя, безусловно, без этого жилось бы
Украине гораздо лучше, сильно лучше. Вроде, ну, логика простая. Ну, я так вижу. Я просто к чему это вел, да, что мне кажется, что цель сама, да, они ее давно видели и с ней согласны, ее придерживались. Это вот она внутриполитическая. И она не то, что какая-то, а вот в этом прагматизм заключается, в таком протекционизме политическом, да. Не, понятно, если бы они могли, они бы от западного влияния отказались, но не могут. Да, ввели бы иноагентов и вот это все. Ахуєнно. Тому і слово року бусифікація у нас, а не незламність, бо вони зробили ставку на ідеї меншості, на які більшості похуй плюс поїбать. І ці ідеї мертві були ще на початку минулого століття. Ні, ну бусификация, думаю, тут исключительно социальные феномены лежат. Ну, типа, им нужна армия, ничего придумать они нихуя не способны и не смогли. Самое топорное — собирать людей насильно. Ну, а для людей, я это всегда говорил, социологически самое сильное потрясение — мобилизация. Мобилизация. Так есть, так было и так будет. Ну, если не начнут убивать по одному просто всех, ну, выпустят закон. Да, то оно и логично, что это стало словом года, если это действительно им стало. Ну, я это слово слышу часто от разных людей, думаю, стало действительно. Я все же думаю, что именно это они и искали, именно после 24 февраля, особенно когда победобесие у нас закончилось. Как пример, я помню, Зеленский в начале войны дал интервью полуроссийских оппозиционных медиа. И он это постоянно теперь вспоминает интервью, и на этом интервью везде. Да, ну дал пресс-конференцию, и он там очень легко говорил с ними на русском, ну я понимаю, тут украинском, но русском, да, даже не поднимая этих вопросов. Я становлюсь либо к подыгрыванию, либо реально к эмоциям, но больше к первому. Не, я думаю, тут серьезный, типа, такой целенаправленный расчет, просто сейчас они почувствовали социальную почву для того, чтобы этот вопрос решить, но тяги не хватило, партнеры не так поддержали, как надо, но изначально идея больная, как и советская идея, больная. Больная, нахуй, потому что роль должна быть консолидирующая, а не больная. А с больной хуйни только больная хуйня и будет в итоге. Что не понравилось интервью? Интервью нормас. Не, интервью мне понравилось, если говорить о понравилось. Ну, насколько может понравиться интервью. Ну, может, не получила там такого удовольствия, как от Хавьера Милея у Лекса Фридмана. Но тут и контекст другой. Он не играет, если бы играл, было бы лучше, не согласен. Мало кто знает, но в конце интервью Зеленский достал гитару и спел песню «Наркоманы на огороде». Ну хорошо. Так они оба могут и на английском разговаривать без переводчика. Но Лекс Фридман говорит, что Зеленский хуевато говорит на английском, и ему переводят то, что сказал Лекс Фридман, Зеленскому переводят, и это тоже занимает время, бо так он не поймает все сразу. Но я не знаю, сколько это там правда. Зе дуреет от сисфая, да, Зе дуреет от сисфая. Вон Белецкий намекает на военных у власти и перемирие. Да, я видел, начал он там какую-то политическую кампанию, но я сегодня новости решил не обсуждать, а обсудить их послезавтра, все, что накопились. Арестович учит людей общаться на семинарах. Да, я был на семинаре у Арестовича. Почему Зеленский не сказал, чтобы Бабьему Яру прилетали ракеты в начале полномасштабки? Ну, забыл, наверное. Но это выглядело, мне кажется, довольно тоже по-дурному. Он, ну, и так много таких вещей, как ты говоришь, приплетал, да, что-то, чтобы протолкнуть свою адженду. Может, он так подумал, что, типа, будут смотреть люди, которые не знают о том, что в Украине война. А что интервью с Фриманом? Кринжа? Нет, классное интервью. С Фриманом классное интервью. Естественно, он обещал вывести девочек из Москвы, осуждаю. Из-за Папича. Бро, люблю тебя, спасибо. Откуда знают, что жив? Автопроизводителей законом обязали покупать регуляторий кредит у таких компаний, как Tesla, производящих электрокары. Его компания получает от 40% по класс. Получается, он квази-олигарх. Это немного разочаровывает. Ну, пусть будет квази-олигарх. Полдня нахуй рассказывали. Куин же мариупольский, я с Мариуполя. Тут был его музей штуками разными, но вот так. Як і казав, що новий інтер'єр, топ дякую, друзі, за інтер'єр. Иван, ты здесь? Иван, Бандеру почитаешь? Сообщение удалено отправителем, сообщение удалено отправителем. Не знаю, останемся при своем. Не, ну мы узнать не можем, но, блядь, не знаю, вред, на мой взгляд, здесь налицо. Но просто в пользу моих аргументов, да, выступает то, что они этого курса последовательно придерживались, нигде не декларировали от него отступления, кроме как во время предвыборной кампании. То есть я бы точно с тобой согласился там, наверное, да, если бы они до этого что-то предпринимали в этот промежуток после выборов, да, 19-го и до вторжения. Тогда бы да.
процессе это мы все язык обсуждаем, и почему они решили так, а не иначе, живодеры. В процессе интервью делал комплименты да, в процессе интервью делал комплименти англійському Зелемського, а после каже, що тому нужен был переводчик. Оце пацюк американский, да, крысы, правду про них говорят, я уже это вспоминал. Он в начале интервью сказал, что на русском надо было говорить, потому что у Зеленского английский совсем, что Зеленский на английском совсем не свободно разговаривает. А там хвалил, видишь, а за глаза говорит. Какая ты лицемерная, как там Людмила Васильевна, да? Ну и какое-то другое имя, фамілія, учительська. Гарнув з комента в чаті політтехнолога, а які кроки перед війною зробив Зеленський? Будував дороги, щоб не опозоритись перед росіянами. Да, ну я такі претензії не то, что разбираю, потому что понятны наши возможности. Что мы, блядь, могли сделать? Нас только могли вооружить. Но просто очевидно было, какие это конфликты положит потом социальные. Какие это конфликты социальные заложит просто в структуру Украины неразрешаемые, которых здесь до этого не было. Это же всегда большая проблема, да, я думаю, там, ну, я не знаю, это странно звучит, но я думаю, что, не знаю, многие бы, и там вспоминаем любую клаку, самую дыру, вот там Джахар Дудаев в чате есть, я думаю, многие бы лидеры, мыслители, там какие-то люди, да, сознательные, населяющие Закавказье, или как его правильно называть, Южный Кавказ, ну, вы поняли. Многие бы люди многое бы отдали, если бы у них не было каких-то конфликтов, да, там, неразрешимых. А они есть, да, и там можно крутую политику вести, но если люди убеждены в тысячелетней вражде и ничего с ней не хотят делать, примирить почти, ну, нереально, блядь. Ты хоть на говно разбейся. Будет как та история, да, карабахизация, где этот армянский военный на тренировках каких-то натовских, на каких-то натовских сборах армянский военный зарубил лопатой азербайджанца, или наоборот это было. Ну, вы поняли, уровень такой отношений. Такого лучше избегать, потому что оно если появляется, его потом ты не решишь уже. Кстати, наконец, признание США в том, что Украину вооружали еще с 21 года, нивелирует любимый исламистский тейк «нам давали 3 дня, никто у нас не верил». Не, ну типа ты понимаешь, у вооружения есть разные темпы, да. То есть там одно дело поставлять там по одному джавелину, да, там, а другое дело, когда надо поставлять танки, бронетранспортеры массово. Мне кажется, это очень разная поддержка. Так-то можно сказать, наверное, что они нас поддерживали с начала независимости. Но на месте З нужно было бы оповестить население, провести эвакуацию, если они знали, и война была неизбежной. Возникающая паника не так важна, как жизнь. Но он говорит, что из-за возникающей паники, вероятно, были бы большие жертвы. То есть их бы раздавили танками на дорогах, как он говорит. Я же к тому, что все проще. Ну, наверное, расходитесь, да. Ну да, не единственная графа, но мне кажется, что это просто не тот случай, потому что это логически связывается хорошо с их политикой до войны. Я просто не знаю, мне просто кажется, что во многом этот запрос, который есть сейчас, да, языковая обстановка, они ее сами сформировали просто. То есть я к тому, что там, ну, я сомневаюсь, что какая-то социальная потужная была для них, и без того на тот момент резко скакнувшая популярность их политической силы, что они нуждались в тех каких-то незначительных цифрах, если они и были тогда в начале, да, от радикальной прослойки общества. Они ее потом сами своей политикой воспитали. Ну да, борьба со съебиками и ухилянтами тоже типа логики лишенная вещь. Не, может реально президент тупо обиделся, может и нет там никакого прагматизма, может он реально просто обиделся, как и на съебиков ухилянтов. Ну вот ты его сейчас послушай на интервью. Он такой парень, что мог реально обидеться, съебались. Я на них обижаюсь. Русский язык, я обиделся на русских, и русский язык тоже. Ну а воля императора — это воля императора. Там еще смешное было. Дело касается убийства, которое пришло что-то в Будапеште. Я говорю, ну вот это я и говорил, да. Курсов английского языка. Военнослужащий из Азербайджана в ходе курса убил топором. Вроде он лопаткой его убил. Участника из Армении, отрубил ему голову, пока тот спал. Также совершил покушение на жизнь армянского офицера. Ну типа, вы поняли, о чем я. А вот еще случай был. Ну, я надеюсь, что на этом мы с вами закончили. Простите, что я не посмотрел ту подругу с ее, блядь, рыгатнями Киева, генделиками. Посмотрим послезавтра. Вот это у него сон крепкий. Ну, блядь, спишь, тебя убили. Что тут? Может, он потом проснулся. Книга Залужного? Залупужного книга. Хуй, що мені прийшло. Тепер не видно поличку з книжками. Ну і правильно, читати для лохів. Совершенно верно. Читать это для лошья. Вон президент на интервью 0 вещей процитировал.
Давай одразу з відео блядушників Києва. О, ти напомнил, правда, я ж видео, блядь, задолжал. Пиздец. Не, кураторы с угла пересадили во второй угол. Как НГ отметил. Да нормально, качку съел. Новорічний квартал дивився? Я дивився і було смішно. Блять, вот это интересный вопрос про новорічный квартал. Я нихуя новорічного квартала не смотрел, потому что он платный, блять. Как гифка платно. Платно, нахуй. Он был платный, невозможно его посмотреть. Неужели они не понимают, что их телевизор, он последние дни живет, нахуй? Последние года их говна. А он скоро разорится и нахуй вообще никому не будет нужно. И в таких условиях они делают так, что я не могу посмотреть эту хуйню онлайн, не покупая какой-то Киевстар ТБ, Залупе, еще какую-то хуйту. Короче, посмотреть невозможно, поэтому я смотрел премьеру новорічного дизель-шоу. Бо оно бесплатно. Полная хуйта. Тупее, чем дизель-шоу, я в жизни нихуя не видел. А що стендап Байдака. Тяжело быть менее смешным, чем это дизель-шоу, но тільки у Байдака выходить, бо это надо понимать юмор абсурда. Абсурдизм. Да? Абсурд. Угу. Как там, Кавка, да? Ну, серьезные вещи. Да, святковий настрій гарантовано. Что мне запомнилось из дизель-шоу, это про почетный караул у мавзолея Леніна. Ну да. Дизель-шоу було безкоштовне, але було не смішно. Да, було повне помої. И то, что их кто-то смотрел, эту премьеру, там много людей было. Ну, со мной вместе, да. То они это смотрели, потому что квартал платный. Вох лежит, ждет отставки Залужного. Я когда-то в дурке лежал несколько лет назад. То там только той дизель-шоу и смотрели. Чё, Украина либертарна, а не небесный Иерусалим? Ну это ж фантастика, а не реальность, чувак. Была бы книга про реальность, так бы и назвали. Что за интервью Панасенкова? Да, Панасенков пообщался с Папичем. Я не смотрел, кстати. Как тебе новости? Обновленная статистика про средний IQ украинцев 95. Квартал прямо. Да вроде это не настоящая статистика, ты знаешь. Но я не сомневаюсь, что IQ тут высочайший. Книга Залужного не прийшла, вже питали, і я вже знаю, это я проти своєї волі получил эту інформацію, що йому ворожка предсказала війну 25 років назад. І, видимо, виманула зарплату ще й паралельно. Підеш в ДСЦ після етеру? Не, наверное, ну нахуй. Сьогодні буде придется, ти понял. Сьогодні буде потужний розбір по кісточках. Это тонко, да. Інтерв'ю Лексу Фрідману від нашого президента. Від президента разбора, наверное, не будет. Ха-ха. Куда пропадал? Бухал, куда? Все нормально. IQ, крива Гауса малюється. Він тільки для цієї сторони, щоб і намалювати можна було. Ну я про Гауса знаю, да, Гаус-пушка була в этом. В другом квартале. В Сталкере. Настоящая статистика меньше 95, да. Денис, давно вас не видел. Ваши элегантные шорты, хорошо подчеркивают галантность вашего стиля. Ну, есть и минусы. Я вот шторы не люблю. Шторы же они всегда у всех есть на видео. Ну, как получилось, пацаны, что же я сделаю? Молоток Комарова. Пацаны, вы знаете, сегодня никаких новостей, кроме этого интервью, не будет. Они у меня выписаны, но они будут послезавтра. Так что, к сожалению, придется сегодня целый день обсуждать это интервью. Возможно, потому что я досмотрел его вторую часть сегодня перед стримом, то мне так хуёво, не знаю. А может, потому что сигарет нет. Тоже может быть. Да, ну как мы узнали уже, Артемчук Джо Роган умный мужик. Талантливий парень. Дивився його фрагменти, каже. Інтерв'ю та вирізка з батла слави КПСС і Оксимирона. Хуй, пизда, манда, дешевка, проститутка, шалашовка годно вышла, в общем, потужно, простите. Ну не прощаем я. Не знаю. Я, во-первых, сам использую много мата. Во-вторых, ценю искренность всегда. И эмоции. Искренне. Ну, это, конечно, недоказуемо, да? Мы же не можем залезть ему в голову. Может, он такой актер искусный, что симулирует все эти заикания. Дучі підлізав всім друзям Трампа. Не знаю. Фридман ресентиментный дуркецело. Не, ну нашего президента по ресентиментности и украинский выдрессированный народ не превзойдет никто никогда. Фридман на его фоне суперчат вообще. Император всего, да, мог бы быть.
По сравнению, да, ну так бывает. Меня очень в этих страстях по Фридману, ты понял, я себе отказал в удовольствии читать мнения людей в Твиттере по поводу этого интервью, потому что они бы могли мне наспойлерить, что там было. Поэтому я не знаю, что там, но тем не менее, очень в этих страстях по Фридману очень твиттерская худоба улыбнула, которая выдвигала мощную претензию: ты чё, охуел такие вопросы нашему Дуче задавать? Ну да, это он его збив з пантелику одним питанням конкретним. І, бля, щось охуїв трохи від аудіодорожок в інтерв'ю. Чого оригіналу немає, тільки переклад одночасний всіх на українську, російську чи англійську. Ні, ти не прав. Он там в начале интервью говорит, что если вы хотите послушать аудиодорожку оригинальную, то вы должны включить аудиодорожку английский UK. Я ее включил и слушал оригинальные все языки, о которых они там говорили. Слушал все русизмы президента, его аканье. Денис, какое наименование и артикул вашего майка? Я сразу потерялся, какой майк. Хочу приобрести себе такой же для СМР, спасибо. Но это, кстати, да, мне подарили наушники высокоомные, да, с таким этим потужным импедансом. Поэтому мне пришлось покупать аудиоинтерфейс отдельный. И, наверное, я куплю новый микрофон. Уже который будет подключаться не через USB, вот эта халтура, а через XLR. Ну, в общем, да, это какой-то микрофон Fifine, на какой я не знаю. Ну, ты его узнаешь, потому что он один из немногих, который без неона, блядь, подсветки LED, всякой залупи вот такой. Для вебкам сейчас, да. Де зробити донат? Донат зробити в описі трансляції, в описі кожного відео, по QR-коду в углу правому нижньому. Ось так от. Да, до речі, друзі, донати дуже потрібні. Чесно кажучи, це єдина причина, чого я сьогодні запустив трансляцию. Я думаю, все интервью можно прекрасно описать таким модным и молодежным словом, как ресентимент. Удивительно, что они это слово ну это, я так понимаю, где-то в российской среде, да, политической появилось. Они его распедалили кругом, да, и это удивительно не дало эффекта. То есть все это слово знают, но все равно остаются ресентиментарними. Ну так буває тоже. Ну, реально тяжко, коли тебе питають російською відповідати українською. Коли відповідь вже в тому, ну, я згоден з цим. Я з цим згоден, но просто це не оправдывает аканья в українській мові, постоянного его. А есть что сказать про политический кризис в Австрии? Чинный министр ушел в отставку и дочел формирование коалиции правительства пророссийскому правопопулисту Киклу. Мог налепить хуйни, бо я не разбираюсь в политических терминах и т.д. Ну да, там премьер должен был уходить в отставку, но я не знаю, ушел он или нет. И что там будет? Ну, то, что такой, как бы, оппозиция приходит к власти в Европе, вроде тренд понятний. А бачив відео Мільчакова з Апчхі Алаудіновим. Ну, бачив, вас це що, щось дивує ще в Росії такого плану. Вообще, я думал, ну, я не знаю, разве такое фото нерегулярно у них появлялось? Они ж там Подождите, было недавно, мы смотрели интервью Мельчакова, реально. Ну, как недавно? Годик где-то назад. Он там рассказывал, как он любит чеченцев, какие они классные. Да я уверен, что Зеля 1 на 1 с Ермаком говорит по-русски. Ну так да, но дело же даже не в этом. Насмешил, когда тот однажды сказал, что начал забывать его. Да, было такое. Ну, наверное, когда он это говорил, это было правда. Ну, то есть я его понимаю. У меня тоже бывает, что я русские слова забываю, но помню украинский эквивалент этого слова. Какая твоя думка? Кто консультировал Зеленского? Ермак или он дал волю своей душе? Ну а что его консультировать? Не, ну, наверное, спичрайтеры как-то его проконсультировали. Кто таков этот... Ну, он там это немного показывает в интервью, да, свое представление Лекса Фридмана. Но а в остальном, кто его проконсультирует? Он говорит, как думает. Не то, що йому вуха там транслируют. Мене вже в Україні ніхуя не дивує. Що вже казати про РФ? Ну так. Там, где он говорил, что он национал-демократ, или как там он сказал, социал-обрыгал, он сказал коммунистическую всю Европу. Можно краткий ответ. Интервью Зелі Фрідману. Розмова ні о чому, чи стоїть дивитися? Стоїть дивитися, однозначно. А будет коллапс с юристом Скабрезлостью. Как узнаем, кто это, и выйдем на связь, то можно. Ніхто нашого президента не консультував. Він сам сказав, що на нього ніхто не має впливу. Ну, діти мають, каже. Будет коллапс с юристом Валакаса. Ну, от такого юриста я знаю. 100 гривень. Запитання, це, мабуть, це є цей пан Сенека. Яка буремна та тяжка доля українського олігархату з потужною концентрацією влади ельзидента на всіх рівнях? Знак питання. Кидаю останні гроші. Дякую за 100 гривень. Ну, курс на деолігархізацію пан президент взяв на початку своєї каденції. А війна дала йому дуже великі повноваження і велику вагу, а на початку ще й велику підтримку, дійсно, народу. Це все дозволило йому ефективно боротися з олігархатом, як з...
Все это позволило ему эффективно бороться с олигархатом, как с лишними конкурентами, да, в украинском политикуме, как с лишними конкурентами в плане в плане каких-то мест, распространяющих политическое влияние, да, создающих ему политических конкурентов. Очень удобно сложились обстоятельства. Но у этого есть и обратная сторона медали. То есть, ну, никто не скажет, что олигархат это хорошо. Конечно, олигархат это плохо. Олигархи, имеем в виду, это большие деньги, да, финансово-промышленные группы и так далее, которые проецируют с помощью этих денег, да, свое влияние на политику, стремясь еще более обогатиться. Без них до этого ничего не обходилось в Украине. Ну, потому что где еще взять такие большие деньги, да? Ну и к тому же с их большими деньгами уже сопряжено их какое-то влияние большое, да. То есть, ну, там, на силовые структуры, на разные органы, понятно, как большие деньги распространяют быстро свое влияние. Как там президент в этом интервью упоминает, потоки. Первое он называет, да, описывая олигархов, что они оказывают влияние даже не на политику, а на потоки денежные. Да, но как я сказал, помимо того, что, да, олигархат это плохо, мы понимаем, что, ну, не может вырасти ни здоровое общество, никакие здоровые реформы из такой изначально нездоровой конструкции, да, когда создаются политические силы, и кто-то будет потом с помощью этого политического влияния обогащаться и еще м, растить свой капитал. Ну и, в общем, мы понимаем, такая ситуация, какая-то идеального шторма, да, получается. Они будут бесконечно наращивать свою силу, конкурировать друг между другом. Никаких здоровых политических процессов не будет в таких условиях. Да, также нужно понимать, что на Украину в этом вопросе еще и давит Европейский Союз, требуя реформ и деолигархизации. Всегда это было их важным требованием. Потому что понятно, что вещи несовместимые, вот эти кланы и Европейский Союз. Инвестиции и кланы тоже, да, это все вещи несовместимые. Но в то же время мы должны понимать, что устранение вот этих источников влияния, да, каких-то конкурентов финансовых, действующей политической силе, по сути, да, ну, через инструменты деолигархизации, через санкции, через все это, что он описывал, через посадки в тюрьму, все-таки уменьшает конкуренцию в украинской политике, да, потому что, ну, вот там, это абстрактный пример, но просто чтобы что-то отразить, да. Вот есть, например, какой-то кандидат, там, Арестович, да, ну, мы не говорим даже за войну, а вот война закончится, будут выборы. Есть какой-то кандидат абстрактный, да, который совмещает все сразу какую-то вот такую политическую амбицию, влияние какое-то. Вот есть какой-то такой условный Арестович, Залужный, Буданов. Где ему взять теперь бабки, да, где ему взять влияние, чтобы его кто-то поддержал? В свое время очевидно, что то, чем гордится президент, не зря, наверное, да, то, что он пробросил Коломойского, очевидно, что в свое время люди вложились. Коломойский вложился в Зеленского и сделал на него ставку, но я думаю, что Коломойский, наверное, сразу понял, что судьба его закончится, как только слишком высокие результаты показал президент Зеленский из-за стечения обстоятельств и обзавелся слишком высокой властью. И как началась война, это приобрело, ну, такие формы, что закончился тот Коломойский, которого мы знали как такая влиятельная вещь в Украине, влиятельная в смысле влияющая на политику, на контроль финансовых потоков, на силовые структуры и так далее. Ну, в общем, помимо того, что понятно, что надо как-то упростить все, помимо того, что понятно, что деолигархизация необходима, и это вообще полезный процесс, но все-таки есть и минусы, потому что это снижает политическую конкуренцию в стране, как ни крути, потому что просто гораздо меньше становится, скажем так, источников влияния, вещей, которые могут создавать политические силы, спонсировать политических акторов, да, в своих интересах, но тем не менее это все равно политическая борьба. Вы просто должны понимать, что этот весь балаган, да, то, что было в Украине до войны, тот политический баланс такой, ну, на первый взгляд такой вот демократичный, да, с высокой конкуренцией политических сил, он был обусловлен в том числе и тем, что были эти олигархи, были разные, скажем так, источники влияния, да, были разные места и были разные конкурирующие силы, финансово-промышленные группы и так далее. И та степень свободы всего, да, та, скажем так, те условия, в которых должна была существовать действующая политическая сила, то есть считаться с оппозицией, со всеми этими олигархами, скажем так, выступала какой-то сдержкой для нашей страны в плане каких-то политических решений, чрезмерно давящих на оппозицию. Вот.
так или иначе схожих на какую-то узурпацию. У всего этого были ограничения, сейчас их нет. Ну вот так, в общем. Надеюсь, я на все 100 гривен ответил, как мог. Новий рік, обстановка нова, вітаю, да. Як качки, смачна була качка? Качка була нормальна, смачна. Сделай просмотр видео за деньги, как у маргинала. Он у нас и так есть. И даже есть заказанное видео. Ну, надеюсь, я как-то более-менее понятно про олигархов рассказал. Это просто тема, которую мы раньше часто упоминали, потому что это, с одной стороны, достижение, но с другой стороны, у этого есть и риски, как я их уже озвучил, и риски. И риски, мы это любим, да. Есть и свои риски, скажем так. И, ну, наверное, в данных условиях, которые сложились из-за войны неадекватные, то я скорее не рад деолигархизации. Хотелось бы, чтобы у Коломойского был свой там батальон, да, называть который мы не будем, и Коломойского бы боялись, и это было бы еще одним центром силы в нашей стране каким-то, да, потому что когда таких центров нет и власти некого бояться, то она быстро начнет дуреть с этой прикормки, ну, в плане ее ничего не сдерживает от того, чтобы себя защищать, да, ее ничего не сдерживает от того, чтобы принимать решения, направленные на защиту себя. Их ничего не сдерживает потом в нечестной политической борьбе. Ну, меньше вещей будет сдерживать. Я надеюсь, ви розумієте, о чому я говорю, потому що как-то очень окольно получается. Буде одразу після усіх останніх колабів, які планував стрімер за останні місяці. Стрімер планував колаби за останні 3 роки. В лоббизме налоги платят. Ну да, говорить, ну, это сильный был тезис в любом случае. Несмотря на то, что вещи сами из себя по природе своей разные. Здоровая конструкция может быть только в узком кругу людей, которые друг к другу... Не, я не согласен. В узком кругу людей этот круг начинает сужаться постоянно, да. Просто уважительно относятся это в политике что означает? Типа жмут друг другу руки? Все-таки в политике нет там уважительного отношения, да, есть постоянная конкуренция за деньги и власть. Ну, в условии вот таких, Слышишь, скажем так, умник? элит, Что с да, в тобой смысле нахуй финансово-промышленных разговаривать, групп и ты, так далее. То в этом смысле оно все, типа, они с каждым днем слабнут и слабнут, просто потому что их становится меньше, да, и поэтому силы концентрировать легче становится. Безусловно, когда их станет совсем малый круг, как в России, да, будет уважение, как ты говоришь, все просто подчинятся воле, да, одной политической силе. Ну, это, опять-таки, условия идеальные. На Украину множество факторов влияет, кроме этого. Опять-таки, когда мы это обсуждали до войны, я всегда говорил, что на смену, да, деолигархизации должны прийти евроинтеграционные издержки, не позволяющие в Украине там провести путинскую такую узурпацию власти. Опять-таки, есть смысл об этом говорить, потому что, ну, путинская узурпация, она не какая-то особенная, да, это обычная узурпация власти, которая наступит неизбежно, если на то будут условия. А пробросили Коломойского, может его просто убрали из информационного поля, чтобы не отсвечивал? Ну да, убрали в СИЗО. А дубинский еврей, дубинский украинец. Дожили, нам нужны олигархи, чтобы не стать авторитарным государством. Но везде нужны, где нет какой-то устойчивой институциональной такой правовой демократии, да, с какой-то там традицией серьезной сменяемости власти, то они везде нужны. Если бы в России остались такие независимые финансово-промышленные группы, то по-другому бы сложилась их судьба. Ну, их там всех расказачили, юкас, шмюкас, все плохо закончилось. Государство прибрало к рукам активы, оставило контролируемых своих людей. Мне батя сказал, что Коломойского специально в вип-хату посадили, чтобы он судьбу Лазаренко не повторил. Ну, может быть, но тем не менее, да, факт в том, что у него сейчас нет своего батальона, он не занимается там, или его люди какие-то не занимаются благотворительностью, не поставляют дроны в армию, да, там, как, не знаю, люди Кличка, например. Как думаешь, Беларусь реально звонил президенту в начале войны? Думаю, конечно. Да, олигархи вроде везде есть, инструменты не, но это разница большая. Имеем в виду, конечно, неправовые инструменты. Неправовые инструменты. Ну, тут просто еще специфика региона. Ты долго будешь искать, да, тяжело найти даже похожий регион, как именно создавался капитал, как оказывалось влияние на политику. Все случаи просто довольно разные, вне рамках, выходя за постсоветское пространство. Бля, про Волан-де-Морта, но он как-то еще говорил, так интересно, Волан-де-Мор. У Фридмана, блядь. Да, про Волан-де-Мора у Фридмана была мощная речь на уровне рук. Слышишь, ты умник, блядь. Что с тобой нахуй разговаривать, ты, блядь? Блін, донат був. Спасибо за донати, друзі. Спасибо за фінансову підтримку. Всім вам дуже вдячний, хто донатить. Да, мощно было. Ну, там понятна линия президента, когда он это говорит. На самом деле она логики не лишена, если подумать. Промова Фридмана до мурах. Умилил белорус, который сказал: ты знаешь, как для меня дорог этот нефтеперерабатывающий завод в Мозыре, ударь по нему. Ну да,
Ну, наверное, это прикол был такой. Тянули прикол Зеленского, понимая, что он, ну, на их взгляд тогда без 5 минут или в экзиле, или труп. Ну, это понятно, я же и говорю, инструменты разные, их природа. Тот же Маск, чем не олигарх. Но мне просто кажется, ну, опять-таки, я думаю, там не обошлось без неформальных, неправовых, да, инструментов. Но все-таки, если оценивать это по доказуемым вещам каким-то, то разница есть, ну, буквально, если это в рамках правовых происходит, законных, то это, ну, не олигархат, да, это не олигарх. Ну, я так вижу. Просто тогда сразу, ну, как только появляется законность здесь, в этой картине, то пропадает во многом вредность, да, та наглядная и разрушительная, которая есть в Украине в случае неформальных каких-то вещей. Ну, тогда, конечно, в каком-то смысле может быть. Ну, в смысле, в каком-то смысле с этим можно согласиться, да. Тогда это действительно есть везде. Везде есть бизнесмены, которые влияют на политику, потом получают с этого какой-то плюс. Но это большая разница именно по вреду своему, да, между тем, что там Илон Маск получит какие-то государственные заказы, законно вполне, да. И между тем, как у нас какой-то раздербанили, блядь, завод, в этом какую-то там хуйню накрыли очередную, этот рейдернули, да. Что-то продали, блядь, там народ збіднів от этого страшно. Ну, вже всіх зловили, ха-ха, і стверджень доби. Якщо бачили, то били по рукам. Він реально думає, що за західним кордоном нічого не бачать. А відос за 10к доларів це корупція чи лобізм? А, відкос за 10к долларов. Не, ну это, наверное, проходит все-таки по рангу бытовой коррупции, да. Он все-таки отвечал, защищался от вопроса в плане разворовывания американских средств. Ну, что резонно. Ну как, в этом тоже есть своя сложность, да, понятно, что недополучание, скажем так, потери коррупционные в украинском бюджете, они-то все равно будут восполняться по итогу дефицита все эти нашими партнерами, да. Ну и связь есть, даже если, предположим, никак не будет восполняться, то мы понимаем, да, что если вкладываться в что-то, что само не переживает за свое существование, да, и относится к этому легкомысленно, то смысл нерационально расходовать свои ресурсы в таком случае. Что у вас говорят про новое наступление в Курской области или всем похуже? Ну, есть несколько мнений, ты знаешь. Первое, перемога, ура, идем. Второе, что это неправильно, надо там на Донбасс силы отправлять. И это не какое-то маргинальное мнение, да, такое мнение, например, проталкивает небезызвестный народный депутат, я сейчас уже не знаю, как ее представить. Ну, в общем, да, Марьяна Безугла, например, говорит, что это неправильно, нужно сакцентироваться на чем-то другом. Ну, вот такие мнения есть. Думаю, что объективно, наверное, это выглядит все-таки так. Не очень перспективно от третьего лица, но мне так кажется. Чьи різниця между лоббизмом и коррупцией? Ну, конечно, очевидно, да. Что, ну, опять-таки, коррупция очень широкий термин, в отличие от лоббизма. И коррупция совершенно разная бывает, да. Непотизм тоже ж коррупция. Если говорить за лоббизм, то лоббизм мы подразумеваем как законный, да, и незаконные какие-то практики с большими деньгами, это очень вредно всегда. Я сравниваю Коломойского с Маском, но не ставлю равно. Вопрос законности такой себе, богатых людей закон любит обходить, если вообще добирается. Но мне кажется, разница земля и небо, да, между там их тонкостями, ну даже в том, чем я описал, да, и нашим обхождением закона, да, когда ты назначаешь своих людей буквально туда, в силовые ведомства, в правовые, то есть, да, проталкиваешь свои назначения. И опять-таки, да, ну между вот этими буквально то, как мы видим проявление этого на земле, отголоски. То есть есть люди, которые покрывают потом и в местной власти, и в центральной. Вот такие, ну представить в Америке, да, что там Илон Маск отнял у кого-то завод, блядь, ну это сложно, согласись, да, приехали бычки и отняли завод, и все, типа, это прокатило. Путін буде давати інтерв'ю Лексу, чи це вже зашквар? Не знаю. Він збирається, наче його брати. Он там что-то про море рассказывает постоянно. Ну, вообще, я весьма разочарован. Речь ни о чем конкретном, водой разбавленная вступительная часть. И с Путиным интервью Фридмана не будет никогда, так и он не проплаченный, неизвестный феномен в РФ. Не знаю, с ним теперь стали считаться, потому что там эти люди, да, дяди в офисе президента Украины, в аппарате президента в России, смотрят, такие, во-во, смотри, это типа трамповская сошка, надо связаться, бо, ну, понятно, сила. То это дает, скажем так, возможности определенные Фридману. На 1,5 недели у меня в голове застряло словосочетание «нема слів».
Не знаю, почему так смішно, нема слів. Якщо чинушам з виконавчої влади для порушення закону, то це корупція. Плюс можна дати критерії анонімності, щоб розмежовувати. Ну, в Україні ти не можеш давати народному депутату бабки за лоббирование своих интересов. Но даешь. Давича узнал, что дочка Трампа не просто приняла иудаизм, а иудаизм Хабада Любавича. О, хорошо. Бусифікація стало словом 24-го року в Україні за версією словника сучасної української мови та сленгу мислово. Це ж серйозно, без шутки. Серед інших претендентів називає слово були такі: СЗЧ, Курська операція, втома, переговори, там сек, подписаться. Подписаться. В моем понимании, они оба олигарха, разные системы вынуждают их по-разному вести свою деятельность. Ну, мне кажется, они охуенно не равные. В том смысле, ну, это мы говорим про Илона Маска, сравниваем его с нашим, блядь, вот этим дельцом Коломойским. На мой взгляд, они охуенно разные. В том смысле, что ты знаешь, я же небольшой фанат Илона Маска, никогда раньше, еще до войны, не разделял вот этой любви к нему, да. И всегда понимал, что огромные деньги это всегда связано с рептилоидством, неизбежно. Ну, я имею в виду с какими-то... Под этим, да, я скрываю, что есть какие-то неформальные рычаги влияния на власть, да. И все там совершенно не так просто, как выглядит на первый взгляд. И что там интересы движения мира вперед, прогресса цивилизации и всех таких хороших вещей, которые, например, президент Зеленский сказал о Илоне Маске, это все, конечно, очень пиздато, но не стоит, да, там поддаваться этой романтике. Но тем не менее, да, сравнивать эти две фигуры, Коломойский скорее абсолютный вред, да, для Украины, чем Илон Маск для США приносит хоть какую-то пользу где-то, да. Как сказал президент Зеленский, self-made Илон Маск. Я охуевший был. Интересно, если все-таки у Фридмана выйдет прилететь в Москву на интервью, то Путин согласится на его проведение по-русски? Хороший вопрос, на український будуть вести. Сумськом ТЦК вбили людину, буде новина? Новин сьогодні не буде взагалі. Сьогодні буде тільки це інтерв'ю, блядь. Брейнрот чи яке слово? Ні, то на Западі. Давайте, будь ласка, без новинок з Мосфільму. Так, друзі, давайте Мосфільм не будемо підіймати на трансляції сьогодні. На каком языке будет говорить Зеленский, если Путин выучит украинский? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Но его лучше адресовать Зеленському, потому що я не можу мислити в його извращенной логіки. Ні, ну ми може і відносимо, але все ж таки, де ми, де брейнрот? Брейнрот це не українське слово. От якщо б було гниломізк якийсь, да? Мізкогнил. А? Как новая тема, ну это такое, новость, не новость. В ТикТоке травят все быдло вот этими приколами про смену имен. И никого этого не удивляет. Там Потужнослав, блядь. Ну вы поняли. Да, до речі, от странно, що Чиназы с Soundtress не стали словами года. Так, короче, пацаны. Да, всех был рад видеть сегодня. Спасибо большое тем, кто сегодня пришел послушать наш гундеж про это интервью. Хорошее впечатление после него осталось. Не в смысле о нашем будущем и президенте. Тут плохое. А в смысле вообще круто этот Лекс Фридман делает. Вот кот начал уже кричать. Да, так что спасибо большое, что сегодня пришли и поддержали дискуссию на эту тему. Большое спасибо тем, кто донатил. Спасибо тем, кто похвалил интерьер, хотя он, мне кажется, хуже прошлого. Так що, в общем, люблю вас, цілую, друзі. З наступаючим Різдвом по реакційному стилю. І зустрінемося післязавтра.